Всем привет! Начинаем стрим. День 9. День 9. О, Дару, делай как? здорово. Делай хорошо. Первое сообщение не прочиталось твое. Делай. Да хорошо. Нормально. Пойдет. Вот. А так. Как день 9? Или какой день-то? Здесь стоп. 9. Самый. Итак, спавн-точку мы создали. У тебя как дело, рассказывай. Дело. Спаун-точка. Я перезапустил тут, кстати, визуалку. Ну, чтобы она мне смайлики всякие не рисовала. Но она там при компиляции что-то какие-то фигни пишет страшные. Ужасные. Прям страшно, очень страшно. Если что, будем решать эту проблему потом. Так вот. Спаун-точку мы создали. Нужна точка наша финальная, чтобы они куда шли. Получили эту точку. Пытаюсь пофиксить свою проблему со сборкой проекта. Пока в тестовом удалось, но в настоящем придется много переделывать. Это вот это, что ты говорил, что оно твое не воспринимает, типа, или куда? А там приколов, кстати, много будет, когда соберешь всего, потому что собранный проект и не собранный проект. Два разных проекта, как ни странно. Там свои приколы вылетают. Я говорил, что собранный проект вылетает. Угу. Так. А все из-за кастомной аним-нады. Ну, ты со своими кастомными аним-нодами, вот. А что именно ему не нравится? Дело даже не в мультинаследовании было. О, ты мультинаследование туда засунул, молодец. А ничего тот факт, что Unreal не любит мультинаследование. Так, финальная точка. Я так думаю, это будет player base. Хотя player base, наверное, нет. Сложно понять. Unreal'у просто не нравится факт существования этой нады. Ну так для структур ведь позволено. Она же у тебя есть структура, да? Я вспомнил. Ну, не нравится ему. Подожди, для структур-то можно, но не те, которые ее property. Все, что ее property, ему не нравится. Так-то ты можешь и свой класс создать, и отнаследоваться множественное наследование сделать, и пользоваться им. Но как только он перейдет в ее property, то все, как бы. Привет, называется. Вроде как. Тим Суи не такой, да как ты посмел осквернить движок своим анимационным кодом? Да. Кстати, там новость есть по 5.7. Туда АИ ассистента, походу, завезут. Будем вот здесь где-то клацать этот самый. Подходить под логином. У нас менюшка такая появится. Ее можно будет сюда, допустим, вынести. И тут ему вопросики задавать по Unreal. И он будет код писать всякий. Вот. Да, это пипец неудобно. То есть, в теории, как код писать, как это они себе представляют. Я захожу в Unreal, в редактор, записываю здесь, какой код мне использовать. Райдере, то пофиг. Райдер отдыхает, там ничего не будет, все. Уходи с райдера, райдер, все. Вот это вот все копировать, да, то, что тут напишет, он нам скопировали. Потом идем в виртуалку, вставляем, перезапускаем все это и заново. Это, конечно, мощно. Но так, в принципе, если он будет натискан именно по анреловским всяким фишкам, то должно быть прикольно. Так. Нам нужна точка. Точка спавна. Нам надо
Фу, точка спавна у нас уже есть. Нам надо теперь точка, куда им идти, то есть наша база. И нужна точка... никакая больше точка не нужна. А чё этот сломался? Он типа не прогрузился просто. Ну да. Есть потом сделать спавн. И жизнь будет прекрасна у нас. И они должны будут идти туда. То есть мы даем, а они идут туда. Все. Пока просто идут. Вот это сделаем. Сейчас точку, значит, финальную делаем. То есть нашу базу. И спаун прописываем, чтобы они спавнились у двоих игроков. И шли. И все. Я немного в шоке. Я спокойно переместил свой проект с 5,4 на 5,5, а потом на 5,6. Понадобилось только удалить Visual Integration Tool. Видишь, все в Unreal засунули, красавчики. У меня идея, зачем нам тут 3 этих навигационные сетки? Никаких деприкейтед методов не удалили, никаких полей не заприватили. Но это ты о том, что обратная совместимость у них хорошая. Ну да, они стараются ее поддерживать. Но это может быть, кстати, и проблема, почему движок такой тяжелый. Там есть что зарефакторить у них, но если они начнут рефакторить, ну, допустим, те же фишки, где getName то возвращает string, то возвращает текст, то возвращает name, непонятные какие вот эти вот. Ну, это, конечно, ничего не приведет к оптимизации, скорее всего. Но суть в том, что есть такие моменты. Также есть же эти... Как их? GetWorld, где они постоянно его не кешируют. GetWorld какие-нибудь там акторы, а постоянно спрашивают его. И это беда. Вот. А и часть кешируют, наоборот. Но если они все это похерят... Ну, допустим, с кешированием там все просто. Там не похерит это все. А там, где возвращается string name, то там все похерит. А в некоторых местах не стоит. В 5,4 в Ability системе к одному полю можно было обратиться только напрямую. В 5,5 добавили метод для этого. В 5,6 это поле должно быть приватным. Ну, это правильно. Магнифик. Так, как мы назовем нашу точку финальную? Финальную точку. Финальную точку. Но это будет актор. А оно не стало приватным. Не понял, в смысле? 5,6 это поле должно быть приватно, а оно не стало приватным, и все окей, типа, да? Так. Ну я думаю, он в плеера попадет, правильно? Это же касается плеера. База все-таки его. Блин, бейс, я не знаю, как это, типа, как базовый можно интерпретировать. Потому мне не нравится такая история. Наверное, лучше сделать трон. В 5,5 в комментах стояло уже «Обращайтесь по методу». Но они, ну, как по методу, когда ты обращаешься по методу, видишь, в чем прикол? Ты даешь себе возможность много чего поменять внутри, то есть сам метод. То есть там геттеры какие-нибудь сделать. Get, он вначале там по прямой вызывает там что-то каст какой-то, потом ты можешь взять его, изменить, закешировать и прочее. И это код не ломает. А в случае, если ты прям напрямую обращаешься к чему-то, что есть, то как бы все, ты уже напрямую обратился. Без вариантов. Если они поменяют это название или еще что-нибудь, то все, беда. Так.
Плеер. Плеер кто? Плеер бейс. Плеер бейс. Ну, я же говорил, но как-то... Как это так получилось? Ну-ка. Для этого есть deprecated. Дальше что? Привет, продуктивный стрима. Привет, спасибо. Это пометка о том, что не стоит использовать этот метод поля. Так, deprecated, если есть... Тяжело. Ну так пометка это не это сама штука. Ну стоит пометка. С днем постиранных носков. Кстати, Да, тебя тоже. Молодец. Main base. Main base. Может, player main... Или main base, типа... Какой, знаю, есть синоним к слову база. База. А ну-ка, ГПТ. Давай. Синоним. Station. Player Station. Ну, что-то не очень. Camp, Domain. Player Camp. Player Camp Base. Camp Base, Player Camp Base. Player Camp Base или не Player Camp Base? Или Player Camp Base? Player Camp Base. Наверное, да, Player Camp Base будет. Или Player Camp. Player Camp. Player Camp. Player Camp. Player Camp. Ладно, мне нравится больше Player Camp Base. Там лишнее. Player Camp. Все есть, он идет в Player. Верно? Верно, да. Все, create класс Player Camp. Все, надо защищать свой кэмп. Правильно, правильно. Так, давай вжух. Camp. Ну да, я, кстати, ж удалил эту папочку VS. Я говорю, нет. И тут все, короче, по одному месту. Что это такое? Пайлот, прекращай. Вот. Есть Player Camp. Main Pawn мы зафиксируем. Геймод я бы еще хотел зафиксировать, кстати. А еще, между прочим, видите, тут красненькая эта точка такая. Там этот, новая обнова какая-то. Страшно, очень страшно ее скачивать. Есть инфа. Что там такого? Что за завоз? Что сделали?
страшно, Эмодзи, очень эмод страшно. тоже Мы не сюда. знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это Да, такое. да, да, именно вот так, да. Вот, я нажимаю F7, тут какие-то страшные вещи происходят. И он типа как-то поиначе теперь пишет, что типа, все, успех. Мне не нравится. Мне не нравится. А до этого вообще там не захотел компилиться. Я там какие-то галочки поснимал. И начал собираться. Страшно. Страшные вещи какие-то. Ну я вчера докачал обнову. Пока нормально. На визуалку ты докачал обнову, или что ты докачал обнову? У тебя аж ридер. О, failed, смотри, пишет. Building project, что-то там failed. Вот это кайфовая история, что пишет failed. Вообще кайф, при том, что это что-то На левое. 5,6. А, на 5.6. Ну, на 5.6 это понятно, что все окей. А я-то про визуалку. Вот, видишь? Визуалка. Там он справа снизу. Ой, подожди, вот тут получается. Вот. Вон, видишь? Там вот этот находится. Обнова. Так, Player Cam, что нам надо? Ну, кроме отключения основного SBD. SBD. Угу. Кроме этого основного, что нам еще надо? Нам что-то надо. Ну, во-первых, отнести вот это. Фотография. Тут true. Приветствую. А, 8 поставил, мразь. То есть он мне... Ничего не подчинилось. Ладно, может, обнова починит эту фигню. Не знаю. Без понятия. Так, хорошо, тик мы оставим, наверное. Это не точно. По-любому у него что должно быть? У него должна быть сфера, вот это вот, сфер компонент. Сцен компонент. То есть давайте сразу uProperty создадим. Edit anywhere, blueprint read only. Категория player camp. Угу. Use scene component. Scene component. Статик mesh нет, товарищ, мне не статик mesh надо. Я это дублирую. Sphere компонент. А, Дендракл, ты же эти плагины делал, нет? Ты же плагинчик? Плагины для Unreal делал? Или не? Или как? Или куда? Так, ну сцен компоненты ему не надо. Sphere компонент. Ну было дело. Плюсовые, правильно? Там же ты, когда плагины передаешь для использования, там же чисто код видно, правильно? Ну, я-то знаю ответ. Просто, мало ли, может, ты мне сейчас другой что-то ответишь. А на чем еще? Ну, вот ты, допустим, сделал плагин. Вот у тебя есть актор, вот этот Player Camp. Да, допустим, вот ты сделал такой плагин для Player Camp. Ты его кому-то передал. Ты же передаешь все исходники. Ну, типа, любой человек может залезть и вот дописать что-то. В смысле? Я плагин чисто для себя делал. Да, чисто для себя. Но давай представим, что ты его передаешь кому-то. Там же он, ну как, он чисто под исходниками идет. С исходниками. Так, сфер компонент. Знаете, что я хочу? Сейчас обалдейте. Сейчас обалдейте.
А он не здесь. О как. Ну ладно. Я даже не смотрел, как его в Unreal Market запихнуть, так что не шарю. Компонент. Плагин — это модуль. В зависимости от того, как напишешь, то и будет внутри. Что значит от того, как запишешь? Ты когда собираешь его, у тебя там папочка source есть. Ну, понятно, что это модуль, да. Но он у тебя там отдельная папочка появится, плагинс. Там отдельно у него структура, похожая на обычную структуру кода. Ну, имеется в виду этого проекта. Там есть папочка source, в которой хранятся хедеры и CPP файлы. И ты можешь, конечно, передать без плюсовых файлов, но тогда сборка проекта не произойдет. Компонент. Ну, а если ты передаешь все файлы, ты как бы все Есть передаешь. 100 надежный вариант, пишешь ассемблерные вставки, которые подтягиваются в хедерах, и фиг кто что разберет. Гениально. Ты про то, что твой код могут скопировать. Да, но там буквально ты можешь Ctrl-C, Ctrl-V сделать. Мало того, что ты можешь Ctrl-C, Ctrl-V, ты можешь зайти в этот код и что-нибудь поменять. Все, что ты хочешь. Ты же полностью передаешь полностью файлы вот эти вот. Ты полностью передаешь вот эти файлы. Пуф, полетел. Компонент. Так, есть. Теперь я хочу руты. Значит, Поменять обязательно. А скопировать в развитых странах есть авторские права, которые защищены ну вот законом. единственное, да, то, что авторское право, вот единственное. Но условно я представляю, да, как я нанимаю адвокатов, да, идем за авторские права бороться мои, да. Вот я вот этот вот момент себе уже представляю, да. Да. Так все и будет. Единственное, что я нашел, это чтобы код был просто максимально нечитаемый. Ну, то есть он выполнял свою функцию, но туда, чтобы туда... Если кто-то туда захочет забрал, он такой, типа, посмотрит, такой, о, не, я туда не пойду, все. Это единственная защита, которую я придумал. Да, как-то так. Так, это мы назначили. Sphere Component, мы... Подожди, Root Component, Scene Component. Это одно и то же сейчас, но не важно. Есть. Потом я хочу сразу сделать у Sphere компоненты on begin. Не on begin, он... Ну, он end overlap, и он begin overlap. Все правильно, он begin. Он компонент begin overlap. О, как оно все. Да, begin play, именно это я и хотел туда. Но с учетом новых российских законов, тебя ничего не убережет. Ну, я же говорю. Единственное, что это написать такой, ну, чтобы код разросся очень сильно, сделать его максимально запутанным и максимально нечитаемым. Тернарный оператор, короче, в помощь. И это...
Вообще принято. Компилируешь длы для винды или соу для Linux и только заголовочные файлы оставляешь и все. Другой человек уже использует скомпилированную библиотеку в своем проекте. Да, это я изучил этот момент, но только вот проблема есть. Unreal не позволит в таком случае скопировать. То есть я уже сделал эту штуку, да. Да, эту штуку не то, что особо делать. Ты просто берешь, собираешь этот проект, нажимаешь F7, допустим. Он у тебя собирается, ты запускаешь проект. Если ты удалишь плюсовые файлы, то человек сможет запустить проект через вот это короче, там, через вот этот синенький значочек. Он запустит его, он сможет наследоваться, он сможет выполнять логику. Но как только дело дойдет до собрать проект, Unreal просто его не соберет без вот этих плюсовых файлов. Ему нужно именно, чтобы были плюсовые файлы именно в папочке source, именно в папочке вот этот private. Если их там не будет, он просто ошибку выдает и все. Ничего ты с этим не сделаешь. Вот это проблема. А так бы вообще, да, вообще легко отдал. Все. Ну, в общем. Суть такова, что вот действительно вот так вот делаешь, жизнь прекрасна. Подожди, зачем мне Virtual? Самое время учить ассемблер. Так, а что ассемблер учить? Это чтобы просто кусок кода написать на ассемблере? Вообще там все офигели. Скорее всего, ты просто не разобрался с динамической линковкой в Unreal. Скорее всего, Да. но судя из того, что я прочитал, было четко сказано, что Unreal, короче, не пропустит эту всю фигню. Ему нужны именно эти файлы. Так, begin. Так, опля. Только теперь мне, пожалуйста, overlap компонент, actor. Не то, что я там прям хочу сильно это самое, мне просто интересна эта тема, вот. И не то, чтобы я это прям для сейчас и здесь мне надо. Привет, редко стримы стали. Жену сын не щекочет шелунишка. Кто Молодец. понял, тот понял. Молодец, привет. Да, работа, все работа. Все работа. Ну вот она сейчас стопнулась, работа. Вот сейчас и стримим. Вот ты, конечно, молодец со своими этими. Так, you function and overlap. Да, я твою душу любил. And overlap. Хорошо. Есть такая история. Create. А подожди, end overlap у нас не существует. Нам не надо end overlap. Лет. Понимаете? А, ну да. Как бы школа пошла, ну да, это. Уроки делать надо. Так ты думаешь, зачем он усы отпустил? Шутнички. End overlap нам вообще в принципе-то и не нужен. Нам нужно только begin overlap. Хорошему. Ну, если так. Ну да, нам нужен только begin overlap. Компенсирует? Да. Да. Так. Sphere компонент, Sphere компонент. Ну, понятно, что у нее должно быть там хп свои, вот это вот все, это самое. Это вот у компоненту надо подключать. Чтобы быть похожим на Дрипинского. Но тот вообще как Мюнхгаузен. Это кто?
Не знаешь Мюнхгаузена? Да, именно вот, когда я спросил, да, именно это я имел в виду. Да, не знаю, кто это, да. Это же ты про Мюнхгаузен Моношторма. Кто понял, тот понял. Дрипинский — это 3D-моделер довольно-таки известный, в узких кругах. Вот видишь, не вхожу в эти узкие круга, поэтому без понятия, кто это. Ой, что делаю? Я попутчику хотел создать. Так, ну что мы ему дадим? А, у него-то Static Mesh еще должен быть. Это я молодец, конечно. Про Static Mesh я забыл. Все, сворачиваемся. Создаем Static Mesh. В топку тогда Unreal. Любой компилятор C-List позволяет нормально собирать проект, используя сторонние библиотеки и не имея исходников этой библиотеки. Но Unreal, видишь, не нравится это. Ну, либо меня обманул ГПТ, Gemini, Grok, DeepSeek. Они меня все вместе вот так вот договорились и обманули. И вот получилось так вот. Получилась такая вот история. Static Mesh Component хочу. Очень хочу Static Mesh Component. И хочу... Знаете, что я хочу? Еще вообще обалдейте. Вот этот оттачится к этому, а вот этот оттачится к этому. Такая вот история, чтобы была. Там же вся суть в том, какие флаги ты передаешь компилятору при запуске. Как раз там и задает мне все это линковка. Все удаляю Unreal, в топку его, и проект удалю. И даже не отговаривайте. Вот и правильно, вот и правильно. Вот и правильно. И в Fortnite эдитор иди. Вот там вот хорошо. Есть. Static Mesh. Что это будет? Что это будет? Что это будет? Конус? Давайте это будет конус. Спхерия 64 маловато, будет 128 тоже как-то не очень. Думаю, 80 как раз. То, что они дошли. Ну, вообще, оно должно быть относительно самого этого, но неважно. Чуть пониже. Ну, это тут мы и так конус подстраиваемся. Это неважно нам сейчас. Есть контакт. Значит, ему тоже этот так дастся. Мы сейчас должны их выставить на сцену. 2 штука. Либо Unreal все это хитро скрыл, и надо сидеть и разбираться, как это можно пропихнуть в компилятор, или он вообще закрыл от разработчика возможность добраться до компилятора.
Ну, скорее всего, путь есть, просто он там какой-нибудь супер-дупер замороченный, перемудренный, и я его просто не нашел. Надо было просто подольше посидеть, но суть такова, что вот так вот, короче. Так, 96, я думаю, сделаем чуть побольше. Достал, а то они подойдут впритык, не надо И еще в больше. файлах смотрели, там можно многое указать. Да, там что-то настраивается, там есть, но нет, там не было ничего такого. Вообще, no collision базе надо поставить. Не выпендриваться, потому что надо, чтобы к ней подходили. Пробиваешь себе путь к компилятору, а там мужик в белой комнате на кресле сидит и рассказывает, что весь твой путь был предпарюделек 5. Да. Предопределен. Что за инопришленские эти какие-то слова? Инопришленец? Дракула. Пальцы пьяные. Понял. А ты же не пьешь, вроде говорил. Или все уже? Жизнь заставила. И ты сдался. А где же он это? Я не пью, а пальцы с рождения такие. Ты, короче, с рождения пьяный получается. Ну, пальцами имеется в виду. Так, хорошо, есть. Теперь надо бы их сюда добавить. Вот в эту порнографию, которая мне уже не нравится, но так. Пока пипеточная тактика, галактика. Вот так и выходит, что мне где-то между 20 и 90 лет. Где так в промежуточке, да? Так, хорошо, есть. Что там базу вообще видно, нет? А как я тут поставил его? Подожди. Мы же договаривались с тобой, что ты работаешь только по центру. Подожди. Стоять. Стоп, 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 стоп. Стопэ. Теперь у меня вопрос, уважаемые знатоки. У меня есть к вам вопрос. Почему я вот тут вот... Вот тут вот выставил. Это где вот тут вот? Вот тут вот. Агент радиус выставлял 70. Не, 70 это много. 60, 50. Вот 50 ему ставил. Нажимал сохранить. А он мне его не сохранил. Это как вот понимать? Что это такое? Я недоволен. Вы довольны? Пиши, я недоволен. Мне не нравится такая история. Вон базу видно. Видите базу вот там? И вот базу кусочек видно тоже. Давай. Вон база. Ой, какашка вот эта вот, которая лежит. Это база. Вот они идут к этой какашке. Опции. Поняли, поняли. Так, мопцы идут к базе. К базе идут мопцы. Есть. Теперь надо сделать спаун. Записать вот этих вот еще дополнительно базы свои. То есть, чтобы геймод их записал. Вероятнее всего, если он у нас управляет самим геймом этим, то он должен его записать. Enemy start. Player info. Вот сюда вот А базу. что со старым проектом? Где-то игра, в которой стрельба была из кубиков. С кубиков. Ну, я ее типа почти доделал. Ссылка в описании есть. Можно скачать. Если интересно. Ну, типа доделал. Там, конечно, еще делать и делать, но хватит.
name. Start name. Сюда мы должны, короче, добавить player camp. И там же мы можем и, наверное, локацию сразу или не сразу. Наверное, мы сразу ее запишем, чтобы постоянно не получать. Потому что они не меняются. То есть тут еще дополнительную локацию запишем. Все остальные доделки только через подписку на Бусти. Да. По 100 баксов за фикс. Так, и за фичи всякие разные. Старт, что он здесь делает? Что он здесь получает разные эти. Это enemy start он получил. Точно так же, короче, мы должны получить player camp и записать их. И сюда записать их тоже. Точно так же, я думаю, локацию мы сразу запишем. Получим локацию и запишем локацию. То есть get actor location и сюда же location сразу летел. Красавчик. Давайте создавать. Что это самое property. Player camp. Указатель нам нужен для того, чтобы мы вообще поняли, ну, чё и как, потому что нам все равно к нему обращаться надо будет в случае чего. Допустим, чтобы заморозить какие-то вещи, ну, то есть ХП не тратились, либо наоборот дебаф какой-нибудь ему дать. Мы четко знаем, что он тут находится, и все, и понеслась. Вот такая вот история. Что касается... Если оформить подписку 10 уровня сразу на год, то есть вероятность, что ваша идея будет реализована в проекте. Да, вероятность есть. Это не это самое, как не стопроцентный вариант, это всего лишь вероятность. Так, есть потом, наверное, мы локацию сделаем, потому что нам надо спавнить в этой локации. Мы же не будем постоянно проверять вот это вот, проверять вот этот указатель, потом доставать из него вот это вот все делать. Мы сразу здесь, в инициализации всего этого, мы запишем uProperty. Все под uProperty. Значит, запишем товарища F-вектор. F-вектор... Кто F-вектор? Enemy start. Location enemy. Или location enemy start. Location enemy. Что за enemy? Enemy start. Start. И точно такой же player camp. Player camp. Player camp. Хорошо, есть. Записали. Ну, давайте теперь их инициализируем здесь. Player camp. Окей. Актор. Starts, вот это вот дублируем. Тире актор. Player camps. Тихо. Свои идеи, наверное, лучше в своих проектах реализовывать. Это...
Не понял. Это к чему? Это как? Если просто, это как, ну да. Так, делаем. Кемп. 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 И вот сюда player camps. Ставим. Значит, он их все получил. Все здорово. Точно такая же вещь есть. Точно такая же вещь есть. Нам надо найти этот самый. Найти актора, который там с тагом. Если нашли, то записать его и прекратить этот. Там, по-моему, мне рассказывают, что есть что-то по этой самой. Там запись какая-то страшная. Мне она не нравится. Это понятнее для меня. Так. Там же есть, по-моему, плеер, если player camps. Только там не через find, потому что find немножко другая история. Это он найдет именно поэтому не то. Ладно, не мудрим. Актор. Сабайтом. If Сабайтом. Ну, то есть точно такая же история вообще один в один. Один в один. Если так, то он всего лишь назначает другую. Блин, повторение идет. В метод будем засовывать. В метод напишем. Который принимает в себя массив. Он разные эти еще принимает. То есть вот это он по ссылке должен будет принять. Может сейчас и метод напишем, чтобы красиво было. Ну давай сейчас повторяем. То есть у нас есть вот эта вот структурка, точка, этот самый. Точка, как его там, player camp. Player camp equal. Cast check еще и этот передавать, блин, надо будет ему класс cast checked. Cast checked, player camp. Player camp и subitem сюда, subitem. Ну и break. Блин, это интересный метод написать. То есть, что он должен принять? Он должен принять себя по ссылке массив. Вот этот. В принципе, можно и конста его шлепнуть. Ничего не меняет, правильно? Потом принимает по ссылке вот эту штуку, но не const. И принимает еще в себя в этот. То есть шаблонный метод. Шаблонный метод. Шлепаем. И все это для экономии пары строчек, правильно? 2 строчек кода. Если вообще это будет экономия, потому что сам метод объявить раз, потом 2, 3, 4. Ну, типа 2, 3, 4 скобочки. Полосочка 5. Полосочка появится дополнительно для него. 5. И раз, два самыми вызовы метода еще. 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 2 раза. Представляете? Ну, вообще, наверное, это более такая правильная история. Ну, давайте сделаем это. Подожди, он есть уже. Он его добавил. Player info data, он его добавил.
Но он-то не знает этот самый. Не. Еще локацию надо заполнить вот здесь. То есть location start enemy player info data точка location enemy start equal enemy start. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Из себя же точка enemy start get actor location. Точка location player camp equal точка player camp get actor location. Вот. Вот так вот. Вот так вот, да. Можно было бы еще в самой структуре написать этот метод. Типа init. Метод init ему дать. И пусть он вызывает его. Но, правда, там надо было бы тогда дополнительную проверку сделать. Здесь нам не надо делать проверки на вот эти вот всякие null-поинтеры и прочее. Потому что они здесь сделаны. А init-то может быть вызван где угодно. Соответственно, нам надо перед тем, как этот, дополнительные проверочки бы еще сделать. Ну, в общем, короче, если разрастется вот эта часть каким-то образом, тогда мы будем делать внутри этого. Чтобы с этим сделать такого. Сейчас, секунду. Ну, давайте напишем. Давайте напишем. Я думаю, в этот пойдет. Он сюда сделаем. То есть, как там это пишется? Там template. Почти. Template. Template type name. Type name же, да? Нет. Как там это идет? Ну, вроде бы да. Type name. Класс. Класс занят тоже. Не надо так делать. Или класс с большой буквы не занят. Значит, с этой буквы. Void. Void. Назовять как его? Init info. Init player info data. Init player info data. Init player info data. Значит, что еще раз он себя принимает? T-array. Array const. Const T-array. Actor. Actor. По указателю все это по ссылочке. Значит, array будет, ибо нефиг. А дальше у нас ему что нужно? Ему нужна вот эта вот штука по... Name у него повторяется. Ему нужна вот эта вот фишка. А вот эта вот фишка — это разные указатели. И у них общий только актор. А он из него ничего не вытащит. Вот мы и попали как бы в задницу там. Да тут-то все и заканчивается, потому что как мы передадим ему? Откуда он будет знать, что именно ему надо привязать туда? То-то же. То-то же.
Если бы у них общий родитель был бы какой-то у Enemy Started Player Кемпа. Тогда можно было бы через общего родителя передать. Но тогда бы мы и хранили бы его не как общие родители. Нам-то надо записать его в этот. Подожди. Или стоп. Ну да, тут именно никак. Вообще никак. Именно с теми данными, которые у нас есть. Короче, все. Отмена. Все, отмена. Ну, здорово, мы записали его, записали локацию, сделали, у нас все есть. Теперь нам нужно начать делать спавн, чтобы наши enemy спавнились. Для начала. Спавн. Старт, он не знает, что такое enemy. То есть должна быть откуда-то, ну, он должен брать эту информацию, правильно? Правильно. Кого он должен спавнить? Ибо у нас сейчас вообще она отсутствует. У нас даже класс. Не понял. Вот он, да. Enemy. Мастер. У нас присутствует. Есть. Можно просто-напросто сюда ему добавить. Пока что пусть его спавнит. Ему указать датаст. Как стандартный тестовый вот этот. Же есть датаст. Где-то мы сделали ему, нет? Ну-ка, открою его. Сделали в private. Вот он есть. Но он-то извне получается. Датасет ему передать. Ну, пока это не надо. Пока можно просто, чтобы он спавнился. Указать этого товарища как что-то. Где у нас геймод? Геймод-то у нас и нету. Инхуд потом. Тавермастер, билдер. Project Tile Master. Тавер тест. Это потом. Это здесь порнография. Контроллер убрать. Enemy тест ставить. Player Camp. Enemy Master. Подожди, нас Enemy тест интересует, а не Enemy Master. Вот. Вот есть товарищ геймод. Зачем я это открыл, непонятно. В общем, добавить сюда его, пусть отсюда вытянет тисап классов, пока у нас один будет. И жизнь прекрасна. Темп, типа сделать темп, этот, темп что-то там. Enemy характер. Enemy. Enemy характер. Темп. Enemy класс.
Актер есть. Temp Enemy Class. Все есть, все замечательно. И вот здесь, после этих всех историй, он же должен будет взять и запустить таймер, который начнет спавн. Правильно? Правильно. Давайте сделаем метод. Ладно, сделаем метод под этим. Void start spawn start spawn enemy yes start spawn enemies get world. Ну, пока что можно просто его вызывать без каких-либо этих. Просто взять его и вызвать сразу, как только появился второй, сразу полетел. Это дело такое. Дело такое. Start spawn enemies. Хорошо. У нас вся информация есть, что должно быть. Он должен заспавнить двух сразу в разных местах и дать им таги, которые принадлежат в зависимости от того, где он будет его спавнить. То есть вот этот name он ему должен присвоить в таг. Должен присвоить его в таг. Ну, init, просто init запускает init и передает туда просто информацию. В принципе, вот эту всю информацию просто туда полетела по ссылочке. И он там с ней уже сам разбирается, что хочет, что делает, что надо ему, что не надо. Давайте начнем спавн. Или enemy character. Init enemy character. Здесь NMD принимают, но не только NMD, сейчас ты будешь принимать. Только NMD. Хорошо, этот мы получили. Ну, давайте 10, точнее, 10, 5 штучек заспавним их, пока и все, и хватит. Ну, сейчас это, конечно, не особо важно. Но потом, скорее всего, у нас будет такая история. Он собирает их, то есть какой-то пак мобов собрал. Ну, вот эти вот бросил рандомно. Получился там какой-нибудь скелет номер 1. Записали его, что это скелет номер 1. Получился потом второй дроп, скелет номер 2. Потом опять скелет номер 1. Потом скелет номер 10 и так далее. Вот этот список весь собрал. А потом запустил. Он же должен не сразу их спавнить. Там каждые полсекунды условно. И вот он запускает метод, который будет сам вы себя вызывать, но на таймере. И вот он будет как бы спавнить и удалять с массива. Массив пустой, все, как бы финал. Повторяем. Значит, у нас есть вот этот enemy character. Enemy character есть. Enemy character. А сейчас просто сделаем спаун. Просто 5 штук сразу шлепнул и пошел. Или не пошел. Смотрим. Вот опять же, get world у него, он тут как получается, через фиг знает что. Куча проверок каких-то непонятных. Огромное количество проверок. Что
Причем здесь макрос вообще может быть что угодно. Там сейчас страх и ужас может быть. Без понятия, что это такое. Get level, return, level, opening world. Громоздкая, короче, штука. Скорее всего, мы запишем этот get world. Давайте его сразу запишем. Не потом когда-нибудь, а здесь сейчас. Ее property. Ее world. Ну, world, скорее всего, занят, поэтому он нам не даст его сделать по-нормальному. Давайте main world сделаем как так. Ну, по тому же принципу я хочу сделать, чтобы мы сразу делали в случае чего и проверки, и все прочее, и прочее, и прочее. Только вот здесь вот запишем world. Здесь наша main world. Таким вот замечательным образом. Ну, естественно. Чек. Pointer. Ну и main world. Spawn actor. Вспомнить еще. Здесь он просто ее класс хочет. Это наш temp enemy класс. Temp enemy класс. Следующим, что ты хочешь? Трансформ. Дело в том, что... А есть у тебя именно location, rotation, size. То есть есть даже вот такой вот у нас вариант. Просто класс указать, тогда у него локация будет нулевая, rotation нулевой, все нулевое. Хорошо. Но нас не устраивает location, rotation нулевой. Location он должен принять в себя... Это все в цикле надо делать, да? В цикле перебора вот этого товарища, то есть for f player infodata item вот это делать spawn actor temp класс. Мы передали из этого айтема, мы вытаскиваем нашу как раз таки всю информацию. А вот это вот, кстати, сюда идет. Ибо он-то возвращает... он нам актора возвращает. Я твою душу шатал, если честно. Все. Ну тогда мы делаем шаблонным. Enemy характер. Ну, потому что мне надо, чтобы он сразу вернул. Я не хочу это самостоятельно делать. В трансформ. Трансформ. Вот я думаю, мы либо трансформ передаем, либо location, rotation и все. Scale, в принципе, стандартный. Ну да, location, rotation и не морочить себе голову. Класс, location, да, rotation, все, погнали. Нас вот этот, походу, интересует. Вот этот вариант. Location, rotation. Хорошо, location это item.
точка enemy location enemy start. А вот по поводу rotation, в принципе-то он нам и не нужен, но все уже, потому что он по этому принимает его, по ссылке. Татион. Так, здорово, он есть, и в нем мы запускаем enemy character, мы запускаем нет enemy character. Вот тут он начинается вот эта вот вся фигня, которая мне не нравится, которую мы сейчас сделали, но потому что у нас нет куда взять вот этот dataset. Мы, конечно, можем и дополнительно как класс его прописать. Здесь ввести dataset темповый. А давайте property. То же самое, edit anywhere, все то же самое, короче, blueprint, ретунули. Gmod, чё? Как там это там называется? Что он хочет? UNMD. UNMD. Все, он передает его, и также нас интересует, чтобы он принимал еще в себя вот эту вот. И вот это начинается приколюшка, потому что придется тогда его подключать в хедер. А это значит, что у нас это не устраивает, и вот эту вот вещь надо делать классом, отдельным файлом, структуру. Эту. У нас есть вообще стракты? У нас нет structs. Все, погнали structs делать. Сейчас будем structs снова делать. Папочку еще новую. Уф. Так, ну это пустой класс, да. Так, название можно мне взять. Спасибо. Паблик, да, вот здесь прям создадите structs. Сюда засуну в папки. Where infodata. Вид класс, короче, погнали. Ну, build file, это понятно, потому что он там видит одинаковый нейминг. И ему это не нравится. А, ну, помимо одинакового нейминга, он здесь дырку видит. Может, ему одинаковый нейминг и нравится. Вот дырка ему не нравится. Подожди. Все это надо для вот этого. Начинается enemy pound. Вот это вот все, видите ли, ему теперь надо.
Я приделал к сокету оружие. Это Chiltec Tor Blueprint с анимацией Йой. При стрельбе вращается барабан. Оружие меняется на щит. Но прокруткой колеса я не могу выбрать третье оружие. Не понял. Так, я приделал к сокету оружия. Это чел... Как быть? Switch не работает. При стрельбе вращения барабана. Стрельбе вращается барабан. Оружие меняется на щит. Но прокруткой колеса я не могу выбрать третье оружие. Как бы свич не работает. Подожди, ну, во-первых, самое банальное это то, что на колесико-то стоит или не стоит этот как его, input. А по поводу этого еще вращения барабана. Ничего не понял, еще раз. Я приделал к сокету оружия. Это Child Actor. Выбирается только оружие и щит. Почему-то третий не могу выбрать. Ну, у тебя они-то хранятся в каком-то массиве, правильно? Вот эти вот, то, что ты выбираешь. То есть ты же, когда нажимаешь, допустим, колесико вверх, у тебя происходит input. Switch to Win только два варианта. О, ужас. У тебя через блюпринтовые вот эти switch to int. Нет, а можно добавить винтов тех. Там же можно добавить его. Сейчас. Но мне надо, чтобы тебе показать, надо этот зайти. Точку запятой не поставил. А, прикольно. Ему этот не нравится, да? Ему этот не нравится. Суть в том, что щит это статик Мёш, а пушка это Он же Blueprint с существует анимацией еще. Йой. Потому что щит это статик Мэш, а пушка это блюпринт с анимацией. Ну, у них общее что-то должно быть, чтобы поменять. Пушка это блюпринт с анимацией. Ну, так это актор, правильно? Какой-то актор. А это, кстати, ну, только засунь его в тоже актором сделай. Щит. Ага, актор. Ну вот, сделай его тоже актором. Будет тебе счастье. Разве нет? Щит сделать актором. Ну да. Ну, если ты говоришь, что у тебя из-за этого он не меняется, то да. Ну, логично это будет. А потом затолкать в массив. Ну да. Ну, у тебя же колесико, когда меняет, это что ты просто бегаешь по массиву. То есть либо увеличение массива, либо уменьшение этого массива на единичку. И получается, что если у тебя там должны находиться акторы, а находится, ну, ты пытаешься сюда статик мэш каким-то образом положить, естественно, он тебе скажет, что дурачок, не надо так делать. Вот именно так вот он и скажет тебе. Что за двоеточие? Поэтому не надо так, короче. У тебя же там должны быть общие, у них какой-то класс должен быть общий. Конечно, ты можешь все ее объектами сделать. Понял, вроде, спасибо. Да, пожалуйста, обращайся. Помимо выбора, ты же какие-то методы вызываешь, что у них метод должен быть одинаковый. Пожалуйста, да. Да, всегда рад помочь. Обращайся. Так, ну, в main этот мы добавили именно в header. Ибо нефиг. А вот сюда, сюда. Тоже в header сейчас будем добавить.
Explorer Data H. И это все для того, чтобы он принял F-Wire. Wire Info Data. Ссылочки константные. А может быть, const-то const. Чтобы лишняя копия не было. Wire Info. Data. Но тут есть вопрос с этим. Мы хотим ими только один раз воспользоваться или нет? Или мы хотим их записать? Что мы хотим от них? Сколько он, кстати, весит? 88 байт. Мы хотим 88 байт записать или нет? Так. Ctrl-C сюда, Ctrl-V. А что нам надо? Нам надо начальная точка, конечная точка. Начальная точка — это чтобы мы заспавнились там. Причем он ее использует до этого. Соответственно, нам начальная точка плевать. Финальная точка, вот сейчас ему надо, это мы делаем move to, и он идет. Это ты какой молодец, кота поставил. Это самый частый код получается, да? Финальную точку он пошел. Локация ему того, чего. Ему ничего не надо, в принципе. Ну да. Но с таким успехом можно и локацию передавать. Хотя, если мы по ссылке передаем, какая нам разница? Это одинаково. Но пока, да, по ссылке просто передаем, оттуда вот достанем все, что нам надо. Хорошо, мы передали по ссылке все, что он принимает. Точнее, то, что он делает. Это берет и... как его... Он назначил этот датасет. Потом он все инициализации, типа, сделать. Туду применить. Типа, туду... Что же? Вызова. Вызов инициализации. Enemy. Вот, и все. Да ну куда? Прекращай, балла. Я твою душу шатал. Прекращай. Enemy is D. Ну, не совсем is D, но неважно. Это понятно будет. Потом нам надо... Чего нам надо потом? Инициализация. Вызов инициализации. Локацию дайте, move to сделать. У него уже есть этот AI move to. Мы сейчас заглушечную вызовем AI move to. Он через это как раз таки вызывается move to. А как он там вызывает? Здесь не вызывает. Что это такое? Мне не нравится. Failed. Где failed? Кто failed? Вот самое офигенное, когда он не показывает, где failed. Что с ботником каким-то?
А, я там не передаю, да, его? Ну да, показать мне это не судьба была. Есть момент. Так, ГМ, значит, первый это тестовый полетел, и enemy тест полетел. Вот это, кстати, тоже классная история, он их не хочет загружать до таста. По-моему, эта фигня появилась либо в 5.5, либо уже в 5.6. Потерялся. О. А что он делает? Не подскажет, что этот код делает? Что он хочет? Так, хорошо, подстроили. Пресс качает. Так, ну, заспавнить он заспавнил их. И у каждого заспавнил своих. Смотри, у этого заспавнено. И у этого заспавнено. Все, есть. Спаун отработал. Хорошо. Хорошо. Пресс качает. Пресс качает. Да, так оно и есть. Но ты не откроешь, потому что это макрос, блин. Она делает макросов. Ну, как бы не проблема. Как бы не проблема, потому что по-хорошему это все равно должен заниматься контроллер, правильно? Кто-нибудь играл в новую игру про Робокопа? Просто есть вопрос насущный про Ниагара эффект в этой игре. Я нет, точно Ниагара это не ко мне. Он есть Стефадру здесь, может Ниагара. Может быть, что-то расскажет. А что там за эффект? Что там такого необычного? Очень необычный эффект. Что там такого необычного? Роук Сити, она уже не новая. Там есть пушка, стреляющая заморозкой. А, это что-то новое? Ю. Мы его сейчас получим, вот этого товарища, я думаю, тоже на чем? На инициализации. Или может даже на Begin Play еще заранее. Или сделаем гетар. Get... Так вот как это реализовано. Ниагара спавнится только на костях. Верно. О, да, там что-то с материалами связано. Это вот тебе точно тебе файлер нужен. С твича-то надо докричаться до него. Есть он там, нету его. Get. И что там получается стены с костями? Как еще раз эта штука называется? Здесь контроллер. По поводу того, как оно там устроено, вообще без понятия.
Понятие. Так, знатоки с чата. ZAI. Автопроцесс AI контроллер класс. Get AI контроллер. Все так просто. Можешь сам сейчас на стриме посмотреть геймплей. Будет понятнее, что я имею в виду. Да ну, я не то что по Ниагарам, мне это ничего не даст. Так можно просто get... чё? Так мы... Просто get контроллер. Это же шаблоны, да, метод? Ну да. То есть, я ему сейчас дам больно. А почему U? Кто мне подскажет, почему U? Если нет такого U. Что за U? Что за U? Что такое U? Кто придумал это U? Если... А. Enemy slash control enemy is enemy is. Морган Ю главный герой Prey 2017. Молодец. Ладно, проехали тогда. Вчера у меня дверь с интерфейсом блюканула, пришлось пересобрать проект. Сначала делал кастом, но в телеге меня обосрали за каст. Ха-ха. Ты побольше слушай, делай через каст и не трахай себе мозг. Я тебя умоляю. Вот эти блюпринтовые ребята расскажут, они тебя научат, там расскажут, как тебе надо. У меня есть видео как раз по поводу кастов. Так, буду сейчас рекламировать сам себя. Как раз по поводу кастов и интерфейсом. Там у меня как раз горит по этому поводу. Но если так посмотреть, там вообще их два. Но первое не надо смотреть, оно прям очень далекое, там не надо смотреть. Там больше горения, чем по теме. А вот второе, Могу обосрать за блупринты. там я пояснил за касты и за интерфейсы. Там много хуеплетов. Я телег отписался. Не могу. Умничают сильно. Ну, есть такой тип людей, которые что-то выучили, какие-то умные слова. Но для них они кажутся умными, условно. Что-то чуть-чуть покопались в этом и давай там рассказывать всем подряд, все, как им жить, и как им дышать и так далее. Сами особо ничего не делают. Только вот это вот знают и все. Вот что-то умненькое такое. А где это, что это, как это? И вот так вот. Ну, у блюпринтов есть вот это вот. У блюпринтовых ребят у них... Это не common make your games. Это ты по поводу чего? По поводу того этого? Типа, как телеграммов? Тех, которые... комнат. Групп вот этих телеграммских, которые человек там
Короче, в общем, есть вот эта вот вся история, что, мол, у блюпринтовых какие-то вот странные не впечатления, а взгляды на косты и вообще на Unreal и на программирование в целом. Но как один человек сказал, блюпринты — это не программирование. Куча троллей. А у самих нет собственных проектов. Гедонисты и мечтатели. Я хотя бы делаю. Дэк его, там такого добра навалом. В смысле, у этого навалом? Ну, я же говорю, вот я просто, ну как, я был в этой шкуре, так сказать, блюпринтовца. Я знаю, о чем я говорю. Я понимаю, как они мыслят. Эти люди, которые сидят чисто тупо на блюпринтах. Я это все прекрасно понимаю. И да, ну кажется, когда ты на блюпринтах сидишь, оно кажется, что вот так вот. Но на самом деле не так. Оно иначе. Оно по-другому все. Мир куда прекраснее и куда все проще, интереснее, так сказать. Так, я хотел геттер сделать, потому что я тоже не хочу вот это вот постоянно проверки всякие делать. Давай геттер зашлепаем. Но я-то не программист, я больше по 3D-моделированию. Ну вот, блюпринты хорошо, да, под это дело, если тебе надо быстренько что-то реализовать, это да. Но по поводу каста не парься. Главное, результат каста записывай и делай проверку. Вот как вот я сейчас делаю. Я сейчас тебе, вот смотри. Я сейчас все по тебе покажу. Смотри внимательно. Сейчас я только вспомню, как я хотел ее назвать. Get enemy eyes. Смотри. Ты когда делаешь каст, вот потому что вот тут у меня тоже каст происходит. Блупринты вообще не компилируются в ассемблерный код. И не стоит юзать массово в больших проектах. Ну да. Ну, в общем, короче, смотри. У тебя должна быть, если ты кастуешь к чему-то, ты же получаешь указатель на эту штуку. И ты должен делать такую вещь. Ты проверять должен, указатель этот верен или нет. То есть есть там что-то или нету. Если там чего-то нет, на валидность, так сказать. Не совсем так, но на валидность по блюпринтовому говорим. Ты на валидность проверяешь. Если его там нету, то в этот ты присваиваешь результат каста. Потому что тут под капотом каст происходит. Результат каста. А потом ты еще раз его проверяешь. Ну, у меня в данном случае это чекпоинтер делает. Ты делаешь еще раз проверку. И в случае, если все хорошо, то проверка как бы тебе скажет, что все хорошо. И ты делаешь return. Return возвращаешь то, что тебе надо. Enemy, ну, это я возвращаю то, что тебе надо. Лучше в покаже, тут он не поймет. Блин, в БП. Ну ладно, в БП так в БП. Смотри. У нас есть вот контроллер, нам надо получить наш каст. Каст. To... Что там? Player. Player. Ой, player enemy. To enemy. Enemy AI. Вот этот вот, да, нам надо сделать. Так вот делаем. Оп. Вот, допустим, вот так вот. На ивентик прям. Я вообще не боюсь. Каст на ивентик вообще легко. Только не так в начале. Вот это делаем. Promote to variable. Promote to variable. Вот тут вот делаем get. Convert to validate get. Ну, там можно и через макрос на валидность проверить. Это print. Print string. Do something. Something. Как так пишется? Короче, неважно. Все, вот она, красивая запись, вот она, правильная запись, красивая, великолепная, чудесная. Вот так вот это делается. Вот в таком случае каст ничего с ним не будет. А вот в случае, если ты пустишь здесь интерфейс, вот тут вот просто интерфейс запустишь, вместо вот этого просто интерфейс поставишь. Я открою страшную тайну. На интерфейс тоже надо кастить. На интерфейс тоже происходит каст. Но блюпринтовые ребята об этом не знают.
И начинается потом. А те, которые чуть-чуть знают об этом, начинают рассказывать про всякие зависимости и прочую фигню. Вот. Такая вот история. Короче, вот она правильная история. Вот она правильная история. Ну и вот это вот вообще можно тоже тут его укомпоновать в какой-нибудь этот, принимать этот, Офигеть, проверки не знал. делать. Да-да, вот так вот, да-да. Да-да, вот так вот. Ну, короче, вот это вот вообще можно в макрос спрятать, свой макрос написать. Collapse to макро. Откроем этот макро. Вот сюда вот сделать какой-нибудь... я хрен его знает, что сделать. По ссылке, короче, передавать UObject. Можно вот этот... Как его сделать? А ну-ка. Вот, чтобы он принимал вот эту часть. Is valid. Что-то типа... Ну, это я сейчас мудрю, конечно, уже. То есть, если не валиден, то сюда. Вот. Если cast failed, то он тоже должен что-то сделать. То есть, допустим, сюда идет, то, что ты говоришь ему, что беда произошла. Ну, не совсем так будет, потому что это только к одному типу у тебя каст будет. Там надо его модернизировать. Но суть в том, что так можно сделать, еще сделать его чуть короче. Но что-то блюпринты мне плохо стало. Я ухожу отсюда. Такая фишка. А по поводу того, что происходит под капотом. Под капотом происходит вот такая вот фишка. Каст. Вот сюда вот передается класс, которому ты кастишь, допустим, актор какой-нибудь, да? И вот сюда объектор, getPawn какой-нибудь, неважно. Я просто что-то пишу, неважно, что там находится. То есть ты сюда объект передаешь. Но, чтобы ты понимал, как происходит на интерфейс, разница в чем? Вот так вот. И интерфейс, который ты происходишь. Все, вот эта разница в плюсах, что происходит. И когда ты вызываешь интерфейсы, вот эта штука происходит. Интерфейсы не затем, чтобы избегать кастов. Интерфейсы немножко за другими вещами сделаны. Вот. Такая вот история. Ну, я, в общем, объяснил. Это есть там видос у меня по поводу кастов, касты против интерфейсов и прочее. Мой макрос такой. If Так, this а вот header тут вот мы define щас- cast class object, cast checked class object, else static cast class object endif. Чё? If define. Ну, понятно, в editor cast checked класс и object. Класс передали, object передали. А зачем тебе макрос отдельный, в который ты передаешь cast checked? Не понял. Else static cast. Типа, если он не прошел, то ты статический. Я понял, все, вопросов нет. Интересно. Так, ну а тут я сделаю поэтому. Я сделаю по задротскому. Просто я там показывал, как это делается. Потому что если бы я вот на этом показывал, еще была беда. Так, есть контакт. Хорошо. Забыл перед static cast добавить define cast. По памяти написал. Каст чекит по памяти. Да ладно. Я все равно ничего не понял. Ладно. Понял, но не понял, неважно. Так, у нас есть get вот этот товарищ. Думаю, здесь сделаем сразу. Привет, а покажи Локу или какую-то Каринку из игры в общем вихуал. Показать вообще изи, смотри. Вот, визуал. Все. Вообще изи. Тут изи вообще. Ой. Я из-за тебя наушник вырвал себе. Доигрался. Вот, все, визуал закончился. Get enemy ice. Все, мы его получили. Так, мы его получили. Мы его получили. Покажи, как турели стреляют. Турели стреляют. Вообще тоже изи. Ставишь турельку, она делает так вот. Пью.
Ну давай пиво. Смотри, много турелек поставили, они пока в одну сторону просто стреляют для теста. Вот все. Все, пиво. Сорян, написал, конечно, я по кривому. Ой, да ладно. Так. Подожди, я получил эту штуку. Мы должны в нем запустить инициализацию, то есть enemy AIS. Мы должны сделать init. Блин, у меня же был brain какой-нибудь, правильно? Или мы brain там оставим? Пусть brain будет в этом. Короче, у нас все будет контроллер выполнять, отвечать за контроль этим. Короче, там все будет, вся фигня. Init brain. Хочу классное название, вообще путает, вообще ничего не понятно, что за brain. Поехали. Где enemy is? Сюда вот хочу. А ты попробуй, дай Google Gemini дать задачу, быстрее управишься. Не, он не справится ни с чем. Так. Все, что касается Unreal, я не знаю, как у остальных, но в Unreal это беда. Это беда, они не вывозят. Так, init brain. Хорошо, есть. А, подожди, вот как раз-таки в init brain мы должны дать ему метод локацию передать. Только я думаю, мы ему сразу передадим. А давайте мы ему сразу передадим просто-напросто тоже по константной ссылке. А ты пробовал? Да не, я просто так на рандоме сказал тебе. Они не справляются. Gemini, вот про который, он самый такой смышленый по этому поводу, но он смышленый в объяснении. И все, что касается написания кода, они начинают придумывать методы, придумывать функции всякие разные, которых не существует. Не в смысле придумывать, они сделали и наполнили. Они говорят, ты ему задаешь вопрос, как сделать раз, два, три. Он говорит, так без вопросов, вызови вот эту вот функцию, метод. Да, тут все методы, это понятное дело. Но мало ли, может, человек не понимает. Вызови вот это вот. А этого нету. Или поменяй вот эту вот, вот это вот поле поменяй. А его нету, его в природе нету. И не то, что там он только его вообще нету, не существует. Он говорит, так без вопроса, вот это поле за это отвечает. А поля нету. Как бы его решение простое, но дело в том, что такого не существует. Или подключи какую-нибудь штуку, а ее тоже нету. О, смотри, Ненракл, тебе везет на этого кота сегодня. Так, enemy character, enemy AIS. Сюда вот отнесем. А что сейчас? Ну да, const. Это передать. Сюда, вот, я думаю, мы структурку подключим. Structs, player, info, data. Вот Gemini, он как хорошо вот в объяснении, типа, как что работает, чтобы понять вообще, что... Не просто напросить, типа, мол, вот проблема, реши ее, типа, и все. Тогда там будет очко полное. Я с Gmail написал движок InfoCubic с управления вас на это чат GPT не способен. Надо, чтобы после ауф вызывался дрожащий от страха кот. Gemini написал движок. Слушай, там же прикол в том, что этого полно в сети, как написать движок вот этот с VSD. А с этим ты, с Unreal это более такая специфическая тема. Там многих вещей ты просто в интернете не найдешь. Не то, что там у GPT. Просто в интернете нет информации. Она где-то там зарыта под 7 замками у эпиков в документации, и то не факт. И ты ищешь, как бы, что происходит. А если нет информации, то этот же и не знает о ней ничего. Да и структура потом самого проекта, это будет очко полное. Если писать все будет аишка, это пипец. Это с поддержкой проблемы. С поддержкой проблемы потом будут. Так, хорошо. Значит, init brain. У нас есть move to, правильно? Move to acto. To location. Нас интересует to location.
Хотя мы можем эту актор сделать. А в чем разница будет? Что там под капотом находится? Ну, move to location и move to actor. Просто мне кажется, если он сейчас получает сам указатель, то... Вылет пули Синий. поставил из майнд-камеры, и Unreal выполняет анимацию, которой нет. Пушка в центр смещается. Переделал пулю из компонента син, и баг пропал. Тупой движок. Как вылет пули поставил из майнд-камеры и Unreal выполняет анимацию, которой нет. Ну, слушай, скорее всего, ты где-то в структуре запорол. Что-то... Ну, в начале именно, как у тебя вот это вот все взаимодействие происходит. Там где-то запор был. Так, что у нас? Move to actor. Что он делает? Как так, я ничего не понял. Ну, смотри, у тебя вот самая вот простая, у тебя же логика как должна. Вот ты нажимаешь кнопку Fire, да, это там стрельба, там LKM, допустим. У тебя что должно происходить? У тебя там, ну вот как у меня было в том проекте, который я делал в шутере, у меня, то есть, проходят проверки, то есть может он стрелять, не может, прошли проверки, хорошо, он символизирует, ну то есть он проверяет, есть ли там оружие дополнительно у тебя в руке, там, да, то есть там ты не в перезарядке, то есть вот эти вот все флаги он проверил. Потом он говорит, хорошо, можно стрелять. Он идет стреляет, то есть он запускает этот метод в самой пушке. Но анимации то этой нет, смещения пушки в центр. Но если она выполняется, значит она есть. То есть она вот, тебе надо пошагово пройтись, Да вся логика верная. пошагово пройтись от начала, как ты вот нажал, пошагово там брейкпоинт ставишь, F10 и пошел. Брейкпоинт, ты знаешь, такой пользуешься? Слушай, а как сохранять объекты на сцене в Unreal? А то у меня объекты в папке Assets сохранятся, а на сцене нет, когда загружаю движок, объект слетает, приходится заново ставить объект на сцену. Нету ее. Так, в смысле нету? Есть. По брейкпоинтам пройдись. Если она выполняется, значит она есть. В смысле нету. Сохранять объекты на сцене. У тебя в Anim BP может быть выполняться. Если у тебя Anim Blueprint привязан... Нету Ты её. что ж ты задрачиваешь? Если у тебя Anim Blueprint привязан был, скорее всего... Сейчас я отвечу по поводу сцены. У тебя, если Anim Blueprint был привязан к каким-то булевым, и ты их оставил, но что-то там другое поменял, забыл их убрать, то он все равно будет это выполнять. Досмотрел я аним. Смотри, по поводу... Ну, смотрел, но тут я ничем не могу помочь. Я не вижу код, ничего не вижу, не знаю. А если она выполняется, значит она есть. Все очень легко и просто. Потому что и того, чего нет, оно не выполняется. А по поводу сцены вообще без понятия. Просто вытаскиваешь, нажимаешь сохранить, она у тебя сохраняется. Может, ты просто не сохранил уровень сам? Так как у тебя новый уровень, там же, когда сохраняешься, он тебе предлагает создать вот такую вот попочку. Точнее, попочку он тебе не предлагает создать, но он предлагает создать такую штучку level. И как бы вот. Ну вот. Так, давайте вернемся к этому. Что здесь у нас происходит? Я примерно знаю проблему про сохранение объектов на сцене. Ну, давай в студию решения. У нас выполняется move to, и здесь Нет, у я нас... тупо открываю движок пустой, еще ничего не делал, просто экспортнул модель, и она не сохраняется на сцене уже в пустом проекте без кода и блупринта. Уже не стало понятнее, если честно. Ты создал проект. Ты добавил в него модельку. Проект. Ты все сохранил, все. Потом ты этот взял и вытащил из отсюда вот так вот. Взял и вытащил на сцену этот... Что там, модельку какую-нибудь. Сохранился. Так как у тебя первый раз, он тут левел предложит тебе сохранить. Ты его тоже сохранил. Но потом тебе нужно с него заходить, с этого уровня. Ты, скорее всего, заходишь не с этого уровня. Чтобы заходить с этого уровня, вот тут, вот, по-моему, левел или что там, левел. Или не левел, или map. Maps. Maps, вот здесь вот editor. Editor, нужно стартап map, то есть стандартная твоя мапа, это вот ту, которую новую ты сохранил. Сюда вот устанавливаешь, она будет заходить с этой.
У тебя, скорее всего, она заходит просто с нового. Там себе бесконечности эти создаешь. Так, move to. Фильтр класс. Смотри. Хорошо, у нас этот есть. Move to location что делает? Они тут как бы move to actor, вот они, да, все. Pathfinding, pass, location, фильтр. Это просто баги. Удали в проекте папки Saved, Intermediate, Dive Data Cache, проект пересоберется и баг исчезнет. А просто заходит не с урн, а с чистого листа. Ну, там по стандарту стоит, да, чистый лист, если ты об вот этой штуке, которую я показывал. Edit, Project Settings, тут map, прописываешь map, и будет счастье вот тут. Но он заходит, да, с чистого. Ну, может быть, вот это. Либо, вот как и говорит, да, там saved удалить, интермедиате, эти папочки поудалять в проекте и запустить. Слушайте, ну тут небольшая разница, чем он занимается. Хотя вот тут вызываются какие-то методы непонятные. Project Goal. Все остальное одинаково. Тут один дополнительный метод вызывается. А так он Спасибо. одинаковый. Пожалуйста. Этот вопрос к любителям кода, который не повторяется. Вот это что скажете? Вот это вот. Unreal заходит с чистого, потому что помнит старые настройки, и не хочет их менять на новые. Так. Такое бывает. Ну ладно, давайте, допустим, move to actor. Move to actor используем, вроде меньше там жрет его. Тестить надо, посмотреть, что меньше жрет. Ну ладно. Сюда передаем мы нашего player camp. Он не знает, как апкаст сделать. Я отвойду. Не, я не хочу подключать. Все, будешь move to location, значит. Move to location. Он апкаст не знает, как сделать. И, короче, все, лесом location, player camp. Тем более зря, что ли, записывали этот. Правильно, правильно. Так, ну все, схлопываем. По идее, сейчас они должны пойти. Это не точно. Но это не точно. Ой, как не точно. Это все, ой, как не точно. Ну, failed, тем более. А что failed? А вот опять, вот хрен пойми, что с failed. Он мне не будет, да, больше подсказывать. Все, лафа закончилась. Я что-то сломал там, что-то удалил не то. Ворнинг, пакеджи какие-то пошли тут. Что это такое? Я кому-то что-то не передал. Вот пишет, что типа нету этого. Опять забыл передать, да-да-да. Не сломал себе все самые... Что-то как-то мне не нравится этот момент. Без E8 грустно как-то вот так самому цеплять ошибки, дескать. Они не идут.
никуда не идут. Ты же выполняешь его, да? Ты его не выполняешь, хорошо. Потому что вот этот не пропускает, да? Да, потому что это не пропускает. А. Начнем, во-первых, с того, что надо его развернуть. Потому что если он не равен, мы делаем этот. Если он равен, этот. Так он, получается, равен. Так он, получается, каст все равно возвращает. Ну, типа он... Да, как бы там что-то есть. Так как там ничего нет, он возвращает 0. Ну да. Все логично. Все правильно работает. Все идеально. Гениально и просто. Вот. Поймал. Хорошо. Муфту запустился. О, они, посмотри, он пошел. А чё, и куда? Смотри. Смотри. Оп. Оп, дошел, и тот дошел. Видали? Они ходят. Так, а можно на большом экране теперь это все осуществить? Ну, на побольше, по крайней мере, вот здесь. Давай. Оп, смотри, полетел. Смотри. Оп. Оп, дошел. Круто. Они ходят от точки А до точки Б. Ё-моё. Представляете? Теперь надо, чтобы они исчезали, когда дошли. Понятно, что мы какой-то метод будем запускать. Проверять на этот, на таг, во-первых. А мы уже можем, кстати, проверить на таг. У них же таги одинаковые. Если... Оу. Есть проблема. Если у нас у плей-реактора будет много тагов, что мы будем делать? Будет беда. Надо как-то, помимо того, что мы назначили ему вот этот player-таг, нужно эту метку еще дополнительно дать, потому что у каждого enemy тоже есть... Ничего у него нету. А enemy мы не задали этот таг. Enemy мы этот таг не задали. Enemy мы не задали этот таг. При спавне, то есть у нас это есть инициализация, нам нужно, чтобы таг был задан. Мы инициализировали, потом tags. Tags.add player infodata.namepound. Вот такую вот фишку мы задаем. То есть мы помечаем, что вот этот вот enemy, конкретно этот, он принадлежит именно этому игроку. Таким образом. Вообще мы их должны записать. А мы их должны записать сюда. Мы их должны записать сюда.
Потому что если мы хотим, чтобы у нас какие-то... Ну, мы же манипуляции должны какие-то производить с пачкой врагов, да, то есть мы, допустим, карточку там ослабления юзаем, и, ну, в этом случае, ну да, карточку ослабления, допустим, или карточку усиления. Карточка ослабления ослабляет вот этих врагов, которые идут, и карточка усиления, наоборот, усиляет тех, у второго игрока идут противники. И вот чтобы она понимала, какие, что там, куда и как, нужно же ведь сделать ему, как бы, короче, надо что-то сделать. Надо что-то сделать. Подожди, а вот этот B is replicated. B replicates equal true нам надо ставить? Или он там по стандарту, по-моему, стоит? Ну пусть, короче, тут будет как-то более увереннее все. Вот это вот фишка. И то, что мы так, конечно, обозначили, это здорово. Это нам для башенок надо больше. Так, вот этот ловить. И для нашей базы. Он, если так этот имеет, то есть у них так вот этот и этот общий. Единственное, что база должна знать это так изначально, потому что у базы может быть много тагов, но вот этот таг для именно Овнера, так сказать, она должна его знать, короче. Записан должен быть отдельно. FNAME какой-нибудь. И при соприкосновении он должен будет спрашивать именно врага. Потом, есть у тебя так, слышь ты, есть у тебя так такой или нету? Вдруг мы захотим потом базы вместе поставить рядом, правильно? Чтобы вот не было вот этих вот всяких приколов. Ну, короче, то есть карты, допустим, там база рядом стоят, базы, и чтобы твоя башня не атаковала противника, мобов противника, а противника база не атаковала мобов твоих. И чтобы, допустим, когда дошел от противника моб, он к тебе не засчитался минусом. И вот эта вот вся история. Мы так проверим, но... Ну, короче, записать надо, чтобы мы не все таги проверяли, а то мы же не понимаем, что там записано, то есть какой таг именно записан. Вот. А в момент, когда вот эти вот карточки юзают, о которых я говорил, то, что там минусы, плюсы дают, нам-то надо всех врагов пересчитать. А где они будут храниться? Они будут храниться в этой структуре как раз-таки. То есть мы сейчас записываем TRA, и там храним вот этот вот enemy характеров. Просто массивом храним. И всегда его будем перебирать через итератор и чистить его. В случае, если там 0 поинтер кто-то ловит, то мы его чистим. И тогда получится самоочищающий такой этот самый массив, который сам чистится в момент использования его. И все у нас будет хорошо. Да? Или нет? Property. TRA enemy character. Вот так вот. Оп. Оп. All enemies. Что за Т? Непонятно, влезло в конец. All enemies. И здесь вот, где мы заспаунили его, все, мы его создали, то есть инициализация прошла. Мы его сразу же записываем вот сюда вот. Молодец. Тогда вот эта штука нам не подходит. Const нам не подойдет. All enemies. Add item. Что за item? Enemy характер. Enemy характер. И таким образом мы постоянно их записываем. Ну а выписывать мы их будем, естественно, то есть он удалится, он-то будет там пустой, то есть указатель будет там мусор будет. И, соответственно, если он словит мусор, он его просто удалит. И все. Соответственно, когда карточка какая-нибудь юзается,
Он просто берет его и чистит этот массив. В принципе, не должно быть проблем. Понимаешь, что мы его в лаве будем чистить, но что поделаешь. А можно его даже не в лаве чистить, можно его чистить вот здесь, вот перед стартом. То есть он пустой. Точнее, он не пустой, он постоянно. Вот пошла волна, она там набросала 20-30 мобов. Все, он заполнился, этот массив. Он, понятно, удаляется постепенно, там 0 поинтера. Когда мы к нему обращаемся, мы проверяем везде там на 0 поинтера. Это уже все нормально было, на валидность, вернее, надо там проверять. Если все окей, то окей. Если нет, то мы идем дальше. Пропускаем. А потом, когда волна закончилась, сразу же мы по окончанию волны берем и весь этот массив просто чистим. Просто чистим его, нам-то что толку-то? Если там ничего не осталось, не надо ничего проверять по... Хотя и так мы проверяем его. Вот тут надо подумать, что будет проще, лучше. Это в лаве его всегда очищать, если что. По одному через итератор вырывать. Либо просто взять и сделать пустым. Но тогда в лаве он будет постоянно делать вот эти вот... ему так и так делать проверки эти мелкие. Ну да, просто проверки делает мелкие, а там потом просто его взять и обнулить. Весь так чпок в нулину. Вот этот старт spawn enemies просто берет и делает их пустыми. Пробежаться по массиву all players data и почистить вот эти вот массивы, которые внутри этого массива, и все. И жизнь прекрасна. Хорошо, хорошо, есть такая история. То есть мы записываем это так на будущее. Сейчас нам это до одного места. На будущее. А вот что касается именно спавна кого? Starts. Акторы, вот их несколько. Блин, а мы же их не приводим тип. Поняли, да? То есть там нету именно плеер кемпов. А почему нету? Вот же они, мы их приводим. Фу, балбес. Вот он, плеер кемп. И просто взять его и записать туда. Что, плеер кемп. Достаем тебя отсюда. Плеер кемп. Достаем. Что мы достаем? Наверное, мы сделаем через методы, чтобы set owner name. Void set owner name. Set owner name f name. Owner name, хорошо, есть. И здесь, вот здесь-то мы его и запишем. Да, прекращай. Owner name. Так, хорошо, мы его записали, и, соответственно, вот тут вот, где мы по ним получаем under actor, мы спрашиваем if the actor has tag owner name. Сюда передали. Если у него, наоборот, есть он, то если нет разворота, то мы делаем return. Return. То есть, если нету как бы тага, то до свидания. Если есть, то до реакция на доход
базе. как узнать координаты центра камеры? В базе. Камера компонент get actor, get component location. Вытащи из камера компонент get component location. Или что именно ты спрашивал? Что значит центр камеры? Так, просто сейчас я сделаю other actor, просто destroy. Просто destroy сделаю. А еще set name. Flyer info data точка name on. Центр камеры нужен, чтобы в эти координаты компонент сцене поставить. Тебе надо, чтобы куда ты смотришь, или что, или чтобы вот туда, куда ты смотришь, в конце туда, куда ты смотришь, поставили, куда, или что, на нос тебе нацепить, или куда? Я просто не очень пойму. Центр камеры нужен, чтобы в эти координаты компонент сцене поставить. Что это значит? Если тебе нужно, чтобы у тебя в самой камере, в компоненте что-то было, то ты должен приоттачить туда, засунуть туда что-то. Тогда того компонент, который ты засунешь в камеру, его относительная локация, то есть если ты выставишь все по нулям, оно будет четко по центру камеры. Ну, в зависимости от DP, вот, конечно. Если тебе нужна просто локация камеры, то из камеры достаешь как локейшн, типа. Если тебе нужно, чтобы условно ты смотришь на стенку, и вот тебе туда, куда ты смотришь в центре, появилась на стенку, то это совсем другая история. Там лейн-трейсы и прочее. У меня есть видос под это дело. Как раз один из последних. Вот. Ну, судя по всему, мне надо приотачить и выставить нули. Ну вот. Если тебе надо именно, чтобы вот тут было, вот тут вот, то это делается вот так вот. Вот, допустим, если я хочу, чтобы в Spring компоненте была камера, я в нее засовываю. Если я хочу, чтобы внутри капсулы относительно этого было внутри 0. И вот тут нули, и она строго по центру капсулы находится. Но камера не находится, потому что там Spring далекий. Пример не подойдет. Вот это вот. Если снаряды будут самонаводящиеся, то лучше не удалять моба, а просто выключить ему все коллизии и меши. Ну, да, они будут самонаводящиеся. А в чем проблема, собственно говоря? Ну, самонаводящиеся хорошо, они слоят нульпоинтер и испарятся снаряды. Или как? Но он дошел уже до конца. Все, там будет код выполняться, который будет, ну, наносить урон, там, тролливали. Тем более, ну, понятно, что здесь не просто delete будет, это потом. Тут еще вот эта одна строчка превратится в строчку 100, если не 200. Так, мы сейчас заглушечно сделаем одну вещь. Таймер handle. Че он хочет? Чуть лямбду здесь. Что там еще надо ему? Время. Пятерка, по-моему, 5.
время через 2 секунды хочу. Не, через 1 секунду давай. Через 1 секунду. Давай через 1 секунду. А чё еще там? А, типа true, false. False, не надо мне этот. Знаете, что я сделаю? Сделаю вот. А, не, они же в бесконечность попадут. Не, не хочу бесконечно. Этот я сделаю вот так. Чтобы не один моб был, а несколько. Давай все просто скопируем сюда. Так, перезапуск. Компонент даже сам в центр встал. Спасибо. Пожалуйста, обращайся, всегда рад помочь. Так, failed. Ну вот опять он failed. Ну чё ты failed? Ну нафига ты failed? Ну, конечно, ты не подскажешь, естественно. Syntaxis error. All enemies. TRA. А, он, наверное, не знает, что такое all enemies, что ли? А enemy характер, он не знает, что это такое. Вот из-за этого беда. Блин, без F8 грустно, какие-то смайлики рисуют, какие-то страшные вещи делает. Что происходит? Мне не нравится. F8 не работает. Что такое? Что это такое? Что такое? Мне не нравится. Верните мое стандартное состояние визуалки. Так, ну погнали. И раз... Как включить дебаг? Дебаг? У меня разве не дебаг там стоит? А ну, смотри, пошли. Пук. Пук. Все, дошли, есть. В смысле, у меня не дебаг стоит, что ли? А, development стоит. А зачем у меня стоит development? Давай дебаг поставим. Ждем компиляцию. Так. Кто-то откаты делал. Да. Я же говорил вот сегодня в начале стрима, что я удалял папочку VS. И оно мне тут все похерило. Вот, все похерило, мне все похерило. А смайлики остались? Блин, ну смайлики вот эти дурацкие убрать бы. Что это такое вот это вот? Что это такое? Нафига он мне их рисует при переносе? То есть ты нажимаешь Alt-стрелочки, и он рисует эти штучки. Мне не нравится. Причем это делается только в этом проекте. В остальных проектах, когда визуалка одна и та же, Unreal один и тот же, он не делает ничего такого. Зачем так? Что это такое? Как это так? Короче, у нас они ходят, вы видите это? Смотрите, они ходят, смотри, они побежали, и там побежали. И они реплицируют, смотри. Сейчас заворот будет. Оп-оп, увидели? Увидели? Смотри, побежали. Оп-оп. Оп-оп, одинаково идут, прям вообще кайф. Так, они двигаются, но живое. Единственное, что мне не нравится, высота. Высота мне не нравится. Это у тебя какая-то прога с хоткеями конфликтует, которую не запускаешь вне стрима. Может быть. Слушай, может быть вот этот стример-бот, который команды выдает, может быть из-за него. Потому что это единственное, что не запускаю. Ну, понятно, что шепчат я не запускаю. Но шепчат вроде как бы... Надо попробовать, я потом выключу ее после стрима и это... Потому что она обновилась. Вот единственное, что она обновилась, она стала новомодной какой-то. Раньше была такая классная, такая 2000-х.
годов этот стиль такой прям уф. Такой прям весь белый, с кнопочками такими этими. А сейчас вот это свистоперделки всякие там добавились. Стало не очень. Подожди, а если я хочу его уменьшить? Ну, уменьшить я его сейчас не уменьшу. Но вот подвинуть надо будет его вниз. С другой стороны, нам плевать на этот самый, как его, на вот эти вот. Мы их можем удалить, они нам не нужны. Вот эта вот порнография нам не надо. Единственное, что это тогда вот это надо поднять. Таким вот образом и все. Так, опля. Просто их не видно, блин, этих чувачков двигающихся. А так вот видно четко. Оп-оп-оп, смотри, побежали. Башенки ставим. Башенки стреляй, пиу-пиу. Ну, они просто пиу-пиу делают, конечно, не туда, но... Сзади чпук. Какашку вступили. Так, башенки есть, все есть. Теперь давайте сделаем, чтобы башенки на них триггерились. То есть мы должны сделать ему башенкам как бы... Ну, с геймодом у нас все пока. То есть у нас есть спавн. А вообще... Вообще давайте true поставим. True, и каждые 2 секунды пусть он шлепает. А с таким уже успехом, знаете, что мы сделаем? Давайте. Вот это вот уберем. Надо было с этим скопировать. Да ладно. Вот это в помойку. Вот это вот сюда. X написал мне. Понял? Смотри, X написал мне. И все, каждые 2 секунды пусть он шлепает нам этот. Пусть шлепает, все. Пусть спавнит нам энеми. В общем, такая история. Давайте делать перерыв. Ну, сейчас посмотрим, как это все работает. Нет, каждые 2 секунды давай энеми спавнить там. This was 0 pointer. Понял. Давайте перерыв. 5-10, максимум 15 минут и продолжим. Окей. Я понял, кстати, почему там этот. Но потом расскажу. Так, продолжим наше безобразие. Из-за чего тут у нас проблема возникла? Проблема у нас возникла, потому что Main World, он же не понимает еще на этот момент, что это такое. И вот поэтому надо ему объяснить, что это такое. Опять он эти символы ставит. Да я твою душу любил. Все, запускаем. Сейчас смотрим, потом даем радиус больше нашим башенкам, чтобы они триггерились на этого enemy. И у башенок, кстати, при спавне тоже должен быть вот этот таг. Потому что они должны знать свой-чужой. Свой-чужой. Пошли, смотри, побежали, смотри, сколько их тут. Чпок. Все, пошли, смотри, идут. Прям вообще. Так, башенка. Значит, у башенок есть радиус. У башенок есть... Что мы поставить не можем?
Подожди, а что мы сейчас сломали? Стоять. Мы еще удалили эти штуки. А эти штуки были в той штуке. Но мы же их больше не проверяем, ту штуку на ту штуку. Здесь спаун мы сломали. Ой, спаун. Ну да, спаун, но не спаун. Где наш билдер AS? Enemy закрыть, player закрыть. Actor Component, Builder AS. Вот этот нас интересует, товарищ. И я даже вспоминать не хочу, что там. Спаун Они ищут путь через свой AI-контроллер. Ну да. Что такое? Компонент get at Tower Master. Temfold DA. Hit result get at owner name actor hashtag. Owner name. То есть он здесь не проходит, да, получается? А у них будет сложная логика, типа встать на месте, чтобы зададжить снаряд или ускориться и так далее. Нет. Так, а почему вот этот Project Point to Navigation? В смысле ты не попал? Говорит, что ты не попал по навигации. В смысле ты не попал по навигации? Что, дурак, что ли? Тогда почему бы тебе просто не сделать несколько вейпоинтов, которым AI будет направлять собственным кодом? Потому что в дальнейшем я хочу дать игроку возможность перекрывать пути. То есть сделать разветвления разные. И... ну и не только разветвления. Допустим, перегородку взять, поставить. И чтобы они дамажились в эту перегородку. Если сделать вот эти вейпоинты, ну, разветвления и все прочее. Короче, дополнительно это ты мне предлагаешь делать. Я не хочу делать дополнительные всякие штуки. О, спатиали. Loaded actor game BP main. Чё? Кстати, вот этот товарищ можно удалить. Он мне нужен. О, работает. То есть он, короче, сбилдил его где-то там в небесах. Поэтому была беда. Поняли? Блин, он опять эту фигню сделал. А почему он не сохраняет? Предлагаю оптимизацию ради порта на мобилке. Да, я попробовал сделать на мобилке. Я шатал. Чек Nils DS. Сейчас чекну. Страшно. Так, а ну-ка. Слушай, спрашиваешь, конечно, надо. Конечно, надо такие вещи спрашиваешь. Это просто гидеоновский ты сделал, только А ради под... чего ты делаешь проект? Думаешь, он принесет тебе мани? Не смеши.
По поводу эффектов. Да, надо. Но это, короче, гидеоновский. Ты просто вот эти параметры перенес в Ниагару и вынес в параметры, да? Блин, ну это обалденные штуки. Выглядит вообще кайфово. Конечно, надо. Что там? Естественно. Круто. Круто. У меня вопрос, уважаемые знатоки. Вот у нас есть такая штучка, как... Да и закройся landscape. Как вот это вот. Recast nav mesh default. У него есть такая штука, как агент радиус. За мной не видно. Ой, не та кнопочка. У нас есть агент радиус, и вот тут 50, допустим. Я ставлю 50, меня устраивает. Это то, что мне нужно. Вот оно счастье. Но после перезахода он как бы его отправляет в помойку. Почему? А здесь нечетко по центру, надо чуть-чуть ее вниз сдвинуть. Чуть-чуть вниз сдвинуть второго игрока. А кто второй игрок? Вот это второй игрок. То есть всю его пачку. Не, подожди. Второго игрока. Так что ли? Мне еще надо его сдвинуть. У меня тоже чё-то nav mesh начал выделываться недавно, пришлось удалять его и заново ставить. Ну, да, какие-то проблемы с nav mesh. Может, они что-то намудрили? Может, что-то намудрили, перемудрили. А можно шаг чуть, ну, побольше, десяточку. Вот раз-два, по-моему, хватит ему. Я Да. на 5,5 делаю. А, у тебя вообще 5,5. Зря, надо 5,6. Он оптимизирование. Человечки ходят, башенки стреляют. Окей. Типа здесь будем считать, подвинули. Башенку починили. Ну, правда, башенка при вот этот init tower дополнительно нужно будет передать через овнера вот этот ovner name. Поняли? Чтобы он записал, что башня принадлежит именно этому. Тоже для этой же фигни. Блин, при спавне, подожди, он должен записать его. Башенки желательно в массивы какие-то записывать. То есть в массив записывать. А как это сделать? Ну, не в смысле в массив записать, я знаю как. Имеется в виду... Я немного истории Unreal узнал. В 1995 Тим Суини лично начал писать ядро движка. Видишь, до чего это дошло? Какая мощная штучка получилась. Прям вообще, да? У нас есть вот эта вот структура и хранилище в гейм-моде. Но у меня есть вопрос, что он-то спавнит везде, и вот этот метод implementation, он происходит спаун кубе. Builder AS, ну-ка открой мне его. Спаун Дошло кубе до на того, сервере. что надо извратиться как коту в стиралке, чтоб не юзать долбанные аним-блупринты. Это нужно говорить всем, кто говорит, что Unreal говно, напишу-ка я свой движок. Начинайте, да.
Придете где-то лет через сколько? 20, 30 лет получается. Через 30 лет что-то получится. Но это что не в соло. Точнее, начал-то он, может, и в соло, а вот продолжил он-то дальше не в соло. И продолжал дальше. Больше и больше людей-то становилось. Поэтому если в соло там все 60-70 лет можно сидеть. Пилить его и пилить. Раз Тим смог, то и я смогу. При условии, что у меня будет такой же бюджет и команда. Вот это вот начинается, если бы, да кабы, вот это вот. Так он и начал не в соло. Он даже начал, ну так вот видишь, тем более начал даже не в соло. Ну все, тогда минус как его, минус реп. Не в соло начал. Не true программист получается. Так, owner name. Короче, если у нас вызывается метод на сервере вызывается этот метод, это значит, мы можем получить gmod, верно? Или неверно, нифига? Или как это устроено? Что я бы хотел сюда записать еще один. Так начинай сейчас. В 2055 будем обсирать Denderacle движок. Denderacle Engine. Мой внутренний тест на способности говорит, что я покруче Тима буду, хотя Джон Кармак для меня недостижим. А чё ты так это самое хейтишь, Тима Свинья? Еще не так. Я вот с ним поговорю, я скажу, что я про тебя все ему расскажу, короче. Что его хейтер. Прочее. Так вот, хочу сюда его записать. Но Никто не будет обсирать мой движок, ибо никто не поймет его. Скажи Тиму ВТО Linux лучше винды. Обязательно. Это обязательно. Вот. Это первое, что я ему скажу, обязательно. Витанечка. Витанячка. Знакомый товарищ. Это будет как холи язык, движок. Ах, это вот тут я понял, о чем даже речь идет. Так, main pound. Подожди, давай вернемся к этому. Давай вернемся к этому. К геймоду. Как мы вообще в геймод получаем? У нас же есть get gmod или нифига у нас нету? Это надо через овнера будет получать. Нету у нас. Значит, мы сможем через param .ovner. Ну, потому что мы записали уже только что его туда. Свой движок на своем яб для своей системы, которая будет работать только в моей вселенной. Витанечка, як справи. Гейм... Витанячка. Геймоде. У нас есть только гейм инстансы и прочее. Вот это вот. Через System Library можно JTDM мод по моему. Ой, отлично. Великолепно. Это ответ на Витанячка. Из System Library. Не, но через вот эти вот гейм-статики и гейм-инстанс, вот эти вот, это понятно, что можно гейм-мод получить. Я пытаюсь, по-моему, без них как-то. Не через вот эти статики. Через эти статики это знаю как. А не через них. Может быть, через get world. Get game. Set game mode. Ты понял? Есть set game mode, а get game mode нет. Это как? Так гейм мод один же. И разницы нет, как получить. Ну да, но я сейчас пытаюсь понять вообще, где можно ли как-то по-другому. Подожди. Что значит out? Авторитетный.
Это намного отвечает. Это вот прям... Это он и есть. Ну, я вижу, что это он и есть. Подожди. Ну, это как раз-таки ты, по-моему, да, мне говорил о том, что если на клиенте, он 0 поинтера получит. Вот как раз-таки вот и говорится о том, что если вызов будет на клиенте, то будет 0 поинтер. Ну, тут через этот можно. Зачем? Просто зачем мне подключать в плюсовый этот отдельную библиотеку, если вот можно через GetWorld сделать его? Зачем? Короче. Тем более у компонентов GetWorld он кешируется. Он здесь через этот работает. То есть он сразу вернет, быстро сработает. О, он еще и шаблон. О, это просто, это секс. Это секс. Main GM. Все. Вообще красота. Ух, какая красота. Ну, понятно, что надо его подключить. Эти System Component, гаски какие-то тут. Так, include. Красота, никто ничего не понимает, что это такое. Вот эти вот PPS, PPC, PGM. Тогда нужно делать через if Authority, если сервер просто получать. А если с клиента RS Game Mode Out запускать? Ну, как бы, вот эта штука тебе говорит. Ну, эта штука, она на сервере выполняется. Вот, сервер. Тут же тем более нет if has authority. Is... не has authority. Authority, это же компонент, а у нее тут нет такого. У него такого нет. Вот такого нет. Так вот. Так вот. А что будет, если мы запустим-то на сервере, но вернем указатель, короче, запишем? Что будет происходить? Получается, мы потом не с сервера сможем обратиться к геймоду? Или как это работает? Или вот это как раз-таки хреновая практика, когда мы не с сервера сможем обратиться к геймоду? Вопрос, однако. На компоненте всегда будешь 0 получать, потому что для компонента его родитель всегда единственный, кто has authority, даже если сам родитель не имеет. Нет, понятно. Ты хочешь передать именно поинтер на гейммод в клиент? Подожди, я ничего не хочу. Стоять. Всем стоять, бояться. На компоненте всегда будет 0 получать. В смысле, всегда на компоненте 0 получать. Мы же вызвали это на сервере. То есть вот эта штука вызывается на сервере. Вот. Метод сам вызывается на сервере. Если он вызывается на сервере, значит, гейммод должен получиться. Это первое. А второе, я говорил о том, что если мы вот этот результат запишем в компоненте сейчас в указатель, что будет происходить? А потом к этому указателю мы обратимся не с метода сервер, который, а с обычно там другого какого-нибудь. Что будет?
Ничего страшного не будет, кроме нарушения единственной ответственности в функции. Это если мы запишем его? Или это если мы здесь его получим? Функция должна выполнять только одно действие. Что значит не должна? Она должна делать то, что я ей скажу. Ну, не в смысле я как я, а в смысле как программист. Что я программист скажу, что она и должна делать. К этому, к вот этим вот вариантам у меня есть вот такой вот вопрос. Вот это что такое? Что же это такое? Вот это вот что это такое? Вот он спаун-актор. Вот это что такое? Так к вопросу этого. Одно действие должно выполнять. А, еще идет. Все закончилось. Принцип единственной ответственности, посмотри и придерживайся его в коде. Хорошая практика. Но насчет вот хорошей практики я вот. Вот, как бы. Вот. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю. Я это понимаю. А почему инклюд здесь? Это что за... Это что за техника такая? Кунг-фу? Кода может быть много, если его логика в выполнении какого-то действия. Подожди. Это что за кунг-фу? Вещь-то это не то, что там все подряд происходит, какая-то вещь. И причем здесь это? То, что я назначил в указателе или что мне нарушает? Я кешировал данные. Самое время изучать принципы программирования. Да. Подожди, это что за кунг-фу было? Это единичное кунг-фу или это множественное кунг-фу у них так? Или у них так принято? Подожди, я чуть не понял. Еще хочу найти. А вот это вот всем, кто про магические цифры мне рассказывает. Вот Слушай, а этот ты перебор. попробуй дать Гуглу задачу, мне интересно глянуть, как он справится в прямом эфире, просто я пользуюсь, интересно, как кто-то пользуется. Не. Мне некакую сейчас задачу давать ему. В SpawnCube не нужно делать что-то, что не касается спавна. Заведи отдельную функцию. В смысле, в спаун Зачем куб он листаешь? заспавнил? Делай Ctrl-F include. Да, подожди, я хочу вообще посмотреть, что тут происходит. В смысле, у меня спаун-куб есть. Мне нужно его отспавнить, запустить в нем инициализацию, а вот этот указатель, который есть, то есть который от спавна вернулся, я хочу записать. Но для того, чтобы записать, мне нужно game-instance получить. Причем здесь что-то другое. Я хочу вот этот указатель, который получился от вот этого вот башенки, от вот этой башенки, которая спаун-куб делает. Я хочу записать его. Ну, сохранить его себе в хранилище. Причем здесь вот то, что мне сейчас вот это все вот это. Короче, инклюдов мы больше не нашли. Ну, слушайте, ну это магия какая-то. Это прям вообще уф. Доиграйтесь у меня тут. Я буду сейчас инклюдов хреначить под этот. Между методами. Скажу, так делают ёпики. Ничего не знаю. Ты же понимаешь, что указатель на сервере будет указывать на свой участок памяти, а наклеенет на свой. Или я не понял, что ты хочешь. Указатель башни или указатель гейм-мода. Ты ж говорил про сохранить гейм-мод. Я спрашивал, что будет, если сохранить геймод. А я хочу сохранить сейчас указатель башенки. Мне надо сохранить, чтобы, когда я
какие-то изменения происходят, чтобы я пошел в это хранилище, где находятся все башенки, и для всех этих башенок взял по циклу быстренько пробежался и что-то сделал с ними. Усилил их вместе, там, ну вот карточка у меня есть, усиление. Она берет и усиливает все башенки. Сохраняй. Сохраняю. А геймод, мне было интересно, вот мы же постоянно спавним его, чтобы каждый раз не делать вот эту вот часть, мы же можем сохранить его, указатель. Теперь вопрос, что будет происходить? Вот мы его сохраним, но так как мы на сервере, скорее всего, все будет окей. Вот этот метод обращается к ним на сервер. А если не с сервера обратиться к нему, что будет происходить? Вопрос. Вопрос вот в таком ключе стоит. Как сказать? В таком формате. Если ты сохранишь, он сохранится. Думаю, краш будет. Я думаю, что это, даже если это будет работать, это плохо. Потому что не просто так нет доступа у клиента к геймоду. А если мы сохраним, даже если он будет работать, это просто плохо. Вот мне с этой точки зрения это не нравится, что у нас клиент имеет прямой доступ к геймоду. Мало ли, что он будет делать там, правильно? Чем ему полный доступ давать? Какой прямой? Это я так уже там. Короче, я хочу сохранить его. То есть вот мы получили наш тавер. Тавер получили. Вот он, тавер. Наш тавер. Я хочу этот указатель сохранить. Понимаете? Или не очень? Если и будет работать, то скорее всего только за счет того, что у тебя клиент и сервер на одной физической машине. Может быть. Ты же понимаешь, что... Ну, типа, да, вопрос, как эта вся фигня вообще делается, так как... Ну, геймод, он единственный. Он единственный неповторимый. Короче, тебе нужно реализовывать архитектуру таким образом, чтобы только гейммод сам отсылал информацию, которая в нем ниже по иерархии. Но сам спавн, он-то должен триггернуть гейммоду и сказать, чтобы добавить вот этот спавн. Как бы... Вот он должен заспавнить вот эту вот штуку. Вот есть билдеры АС вот эти вот. Мне надо, чтобы вот он... Короче, гейммод у меня управляет гейммод. Ну, то есть он управляет самой игрой. И вот эти вот штуки я хочу сделать через гейммод, чтобы были всякие бафы, дебафы. То есть у нас есть, опять же повторяюсь, забаф какой-то мы юзаем. Нам надо забафать все наши башенки. Они-то где-то храниться должны быть. Я не хочу их постоянно получать. Просто продублируй нужную инфу с клиента куда-то на сервак, а затем обратись к гейммоду. Гейммод на клиенте не будет. Гейммода вообще нет на клиенте. Мне нужно хранить где-то это, потому что я не хочу постоянно делать get all actor в класс VSTAG, вот эту вот порнографию постоянно делать. Где-то. Постоянно ее делаешь. Не делай год-объект из гейммода. Сделай спавн-менеджер и общайся только к менеджеру. Что значит спавн-менеджер? Кто за это отвечать будет? Так я и сказал, куда-то. На сервак. Что не понял? Не делай год-объект из гейммода. Почему? Мне нравится, наоборот, эта идея. Потому что иначе у меня вообще ничего не делает гейммод. Он просто есть. Он что, в том проекте просто был, и что вы там просто будет? Спаун-менеджер, обещаюсь только к менеджеру. Вот я хотел через сабсистемы, но сабсистемы дело в том, что они не подойдут. Нужен тот, кто существует только на сервере. Желательно бы. И тот, который рассылает всем остальным. Так это идеально подходит под этот гейммод, подходит дело.
все остальные либо заполняют данные, либо триггерят какую-то штуку через него, а он рассылает уже, ну, то есть обрабатывает это все и рассылает всем остальным. По-моему, идеальная история. То есть геймод знает о всех игроках, геймод знает о всех врагах, геймод знает о всех башенках, геймод знает, сука, обо всем. Вообще он такой прям, вообще прям мощный. И вот он делает то, что делает. Ты знаешь, что помимо гейм-мода есть еще Player State, Game State и Player Control? Да. В гейммоде только общие правила игры и ее завершение. В основном гейммод меняет геймстейты. Ну вот. Ну, Game State, да, но вот ты же передаешь в Game State, что-то хранишь. Какие-то штуки. И вот они туда идут. Так, еще раз, ничего не понял. Спроси у ГБТ, что из этих троих общее для сервака и клиента. А с геймстейтом можешь работать. Мне так нравится, я люблю. Я вообще все люблю. Почему с геймстейтом? Почему с геймстейтом норм? То есть ты мне предлагаешь сейчас это все переделать, потому что чтобы работать с геймстейтом, а не с гейммодом. Гейммод для другого создан, и клиент не должен лазить туда и менять что-то даже по РС. Ну вот это да, вот это да. Меня что-то вот и останавливает именно с тем, чтобы записать и все. Подожди, но main GC хорошо, main GC существует, здорово, замечательно. Великолепно, хорошо, допустим, он существует. Я перенесу вот этот T-Ray туда. В принципе, не проблема. И вот это вот триггернет в нем его. О. Сейчас у ГПТ спрашиваем, что такое GameState, все. Что такое GameState? Это актора, который существует на сервере и у всех клиентов. Основная задача хранить общие данные для всей игры. Данные подходят. Геймстейты реплицируются и соответственно созданные там объекты, если тебе нужен какой-то арray тоже. Просто промониторь, что и для чего. Да я вот каждый день мониторю вот это вот, ну каждый раз, когда не увенчается никогда успехом. Еще раз, хранить общие данные для своей игры. Хранить общие для всей игры данные, которые должны реплицироваться всем игрокам. Живет все время матча, в отличие от пауна. Так, для чего нужен синхронизация состояния игры? Все, что может быть видно каждому игроку. Счет команды, текущее время матча, победы, поражения, какие-то глобальные флаги, например, ночь-день. Все игроки готовы, волна мобов идет. Хранение списка игроков. GameState есть массив player. Ну вот я и нашел решение.
Давай 50 от заработка с игры. Ты молодец. 50% от нуля будет 0, если что. Ты же в курсе? Как бы... Так, хранение списка игроков. У GameState есть массив Player Array, куда добавляются Player State всех игроков. Это удобный способ собрать инфу о каждом игроке. Короче, мы здесь будем сейчас триггерить его. Хорошо. Общая логика для всех. Если GameMod работает только на сервере, то GameState видят и сервер, и клиенты. Поэтому, если у клиента нужно узнать глобальные данные, то их удобно хранить в GameState. Окей, принимается. Отличие от других классов. GameMod только на сервере управляет правилами матча, спауном, победой и поражением. Это GameMod, да. GameMod спауном. Так, GameState есть у всех. Сервер, клиенты реплицируют нужные данные клиентам. Player State. Инфа про конкретного игрока, очки, пинг, ник. Ну, короче, вот эти вот нашу структуру мы туда сейчас массив полетит. Пример использую. Допустим, у тебя есть башенки и волны мобов. Да, допустим. GameMod только сервер. Ты запускаешь спаун мобов. Да. GameState хранишь. Currency, current value. Когда сервер увеличивает волну, current wave плюс на реплицирует клиент. Короче, мы просто-напросто вот эти вот всякие значения, ну, в данном случае это вот это вот, поедет сейчас туда. Когда используют GameState, когда нужно общее состояние игры для всех, когда клиентам нужно знать какие-то глобальные данные, когда данные должны реплицироваться автоматически без ручных RPC. Можешь... Хочешь, я покажу схему? Нет, не надо мне никаких схем. Подожди, да еще за бред получается, что... мы должны будем из вот этого... из main GC этого... ну, доставать и, ну, какие-то методы, да, обращаться там, типа... add, remove... прочее, и хранить его там. А как мы получаем его? Если не через этот, та же самая фигня, типа, get game state, почти. Ну да, та же самая история есть. Тоже шаблонка, да? Шаблонный метод, замечательно. Нам возвращаешь game state base наш. Ну, он вернет наш шаблонный. И вот его уже мы можем записать, правильно? Потому что он у каждого свой. Ну как, там, типа, как копия, но не копия, типа, как иллюзия, будем называть иллюзиями. Существует. То есть понятно, что у нас на сервере существует основной, и всем остальным он типа чпок. То есть изменилось что-то сразу чпок. Ну, короче, в общем. Иллюзия. С прямым коннектом. Давайте перенесем. Мне вообще как-то, ну... Единственное, что здесь мы заполняем, потом бац, добавляем ее. И вот бац добавляем, вот этот бац. А я, походу, так и хотел изначально. Потому что вот я тут получаю его и проверяю этот game state, а потом, походу, болт забил. Ну, так бывает.
Походу, болт потом забил. Так, представляете? Так вот сделаешь, потом бац, болт забил. Что мы сделаем? Мы, наверное, сделаем, чтобы нельзя было к ним особо... Или пока паблик. Да давайте пока паблик. Ну его нафиг. Пока паблик пусть будет. Просто взяли и обратились к нему и все. Или нельзя пока паблик. Или не делать их пабликами. Лучше дать методы для управления. В HL2 болтом можно забить комбайнов в стенку. Слушай, ты генератор этих, как их, таких штук. Точно, структура. Я сейчас смотрю прохождение HL2 VR. Очень атмосферно. Да, да. Есть такая история. Знаем. Так, VR. Да. DTH. Ну, не знаю, я не допрошел. Что-то там на моменте с машинкой. Получил машинку, что-то уже как-то. То есть ты уже сыграл? Да. В смысле, ты уже сыграл, как будто бы Half-Life 2 VR, типа, только вчера выпустили мод. Да-да. Сейчас наткнулся на видео, а что если бы ХК, Silksong делали Ubisoft, беседка или EA? Прям очень точно подмечено, что это была бы не игра, а помойка. А это ж классика, когда игру Он не выпускают. так давно стал играбельным, насколько я знаю. Когда выпускают какую-нибудь игру, там, если бы делали беседкой, там, миллион загрузок или еще какая-то. Вот из вот этой оперы, или когда ей там кучу баннеров, рекламы, купи, 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 купи. Вот это вот фигня. Так, играбельный, насколько я знаю. Ну, я хз, ну как, он был играбельный на тот момент, но как не хватало интерактива, то есть ты пытаешься сделать то, что ты, короче, хочешь сделать, а оно не делается. Вот там, конечно, Half-Life VR Alyx, короче. Да именно это. Да, ну, Half-Life Alyx, короче, вот. Решение спасает от того, что не так все интерактивно в сравнении с модом этим. Все, я к тебе в гости играть в VR. Скажи, когда будешь дома один. Хорошо. У меня еще там Beat Saber есть. Beat Saber, да? Вот эти вот всякие там. Потом есть. Что там с барабанами. Тоже музыкальная. Там на барабанах надо играть. Drums Rock, по-моему. Half-Life Alyx есть. Этот VR есть. Ну, этот мод, который... Что еще было? Что еще было, не помню. Надо этот себе взять, как его? Играл в Oasis? Не, что это такое? Надо взять, как его? Into the Radius 2. Я его взял вначале, потом вернул. Надо еще раз взять.
Вернул, потому что что-то мне там плохо было, что-то как-то плохо. Там то ли стабилизация, не, оно так тошнило просто, я даже обучение пройти не смог. Ну, плохо просто становится. Вот, и она как-то тяжело шла на минималках, там все так... Ну, в общем, надо еще раз попробовать, там патчи повыходили, может, что-то Это поменялось. онлайн ММО VR игра, где надо найти 3 ключа, чтобы получить компанию в наследство. А, это этот самый, это твой, этот, как его, вот это, первому игроку приготовиться, это вот эта вот фигня. Так, хорошо, то есть мы записали его туда. Main GC, start spawn enemies. То есть spawn enemies, смотри, говорит, что это этим должен заниматься гейммод. Если этим занимается гейммод, значит, что мы делаем? Правильно, мы делаем вот такую вот вещь. Get main GC, game state. Сюда вот так вот. Main game state. Делаем. Он же должен его и заполнить еще, поняли? И что-то какой-то бред получается. У нас есть метод для добавления. У нас сейчас будет геттер, который его возвращает по ссылке. Так а что смысл? Можно было сразу просто его добавить и все. Типа достаешь, пользуешься. В чем смысл? Ну ладно, пусть будет через методы делаться. Как он задолбал вот эти вот? Что за приколы реализации тут? Что за стиль такой? Мне не нравится. Да, я твой дом, труба шатал, да? Не скопировал этот, ну, пожалуйста. Полосочки, полосочки. Полосочки, полосочки. Ну, конст не получится, потому что если мы сделаем конст, то ему надо будет... Ну, вообще мы можем сделать конст. Вообще мы можем сделать конст. Но тогда у нас надо будет переписать этот самый... Либо метод сделать, типа add именно определенное что-то. Хотя он у определенного-то вызывает, то есть ничего подобного. Не сможет он это сделать, потому что он структуру вызывает именно у этой, или к этому элементу добавляет внутри этого элемента именно какой-то. А он же не знает, под каким он добавляет. Короче, ладно, это что-то какая-то мудрёжка получается. Не хочу этим заниматься. Все, есть. Хорошо. Я его записал, все записал. Все есть. И теперь вот этот товарищ должен получить его через main game state. Main game state. Main game state. Имеет смысл, правильно записать его? Неправильно. Чтобы постоянно не получать доступ. Builder AS.
Здесь uProperty. uProperty. Main.gs. Main.gs. Хорошо, есть Main.gs. Есть Main.gs. Что мы делаем с этим Main.gs? Мы создадим getter. Что, getter? Ну, по той же самой схеме. Main.gs. GS, указатель, get, main.gs. Слушай, он меня задолбал. Get main.gs. Вот так вот накодят потом вайп-кодеры, вот это вот. Все будет засрато. Представляете, вот эта вот реализация здесь. Они ж типа, мол, ну, вот это вот. Вайп-кодинг, это не продумать, это проклацать. И вот это потом у вас, представляете, вы типа делали, потом к вам вайп-кодер залетает, и у вас там полно реализации. Вот так вот. Херяк. Вы ищите, вот тут сидите в плюсовом файле, ищите реализацию, а все, она там. Ну или не ищите, просто вы клик делаете, и вас перекидывает в хедер файл, у вас там вот этот список. Вообще кайфово. Я думаю, это уровень. Так, класс, да. Вот это вот используем. Визуалка. Понятно. Подожди, что я делаю? Что за бред я делаю? Он же должен здесь быть. А я в GameState делаю GameState, поняли? А, прикол. Ну вот что он советует? Gameplay Statics подключить, Get Game State, туда передать кучу всего. Подожди, mains.js. Есть такая история. Можно, кстати, сюда ее засандалить. Дополнительную проверку. Можно и здесь ставить. Так, это передвинуть, это вообще убрать. Это вообще убрать. И вызов типа add timer. Add timer. Ну, понятно, что его нету, там не существует. Значит, он должен себя принимать от timer мастера. Тавер. Подожди, принимать в себя тавер мастер тавер. Ты я молодец. GC.
Что мне нравится? А, я же этот не передал, молодец. Привет. Привет. А, он же должен думать, думать, он же должен знать, кому именно Как передавать. там Габс разобрался? Есть что рассказать? Да, это шляпа шляпная. Ну, и не с точки зрения того, что ой, как сложно, а с точки зрения того, что какая-то фигня полная. Что, мне кажется, самому проще было бы, да, чем вот это вот в этой фигне разбираться. Так, F-name of... Тут в чем просто проблема? В том, что он не знает, кому добавлять. Он же должен определенному давать. То есть нам нужно найти в начале элемент, который соответствует этот. Если этот, то в нем уже поменять. Сложно в Гасю разобраться? Ты уверен? Сложно в Гасе. Да не сложно в нем разобраться. Тут приветствую. Что там, name owner, или как мы его назвали? Owner name. Name. Нам-то надо как бы проверочку-то сделать, то есть перебрать вот этого товарища for f infodata. Понятно, x да, надо написать. Подожди, это не надо. А если он равен, В то нам не прошлый должен раз ты добавить. слово обронил, что своей медийностью только начал заниматься. И как оно? Медийностью своей. Ну, а медийность только разве что в том, что я стримы записываю. Когда медийность заканчивается. Ну, видос еще. Ну, видос уже давно не записывал. Нет вдохновения. Медийностью это... Да. Так, item. Item. А у нас же нет вот этих тавермастеров. Нам надо его добавить сюда. Тоже TRA от тавермастер. Олтаверс. Олтаверс будет. А цель какая? Чтоб не скучно было. ПБ имелось в виду медийность в школе. Молодец, Дракл. Цель какая? Цель какая? Чего? Стримов? Ну как? Догнать мистера Биста. И перегнать. Ну как? А какая цель еще может быть? Какая цель? Ну вообще, чтобы скучно не было. All enemy yes.add taver. Что?
Что мне не нравится? All-Tavers. Ну, и там от тавермастера. Там и там принимается тавер. Adds a new item to end of the array, possibly reallocating the wall array to fit. Ты ж перебираешь не... Чтобы самому с собой не разговаривать. А так нормально. Ну Нас да. 4 тут. Ну да, это как тоже вариант. Точнее, не вариант, это даже как... То, что действительно так. Подожди, я смотрю... Если мы должны обратиться к нему. Нас именно тут к больше этому 10. айтему. Опять этого кота выбил. У нас тут больше 10. А нет, ты врешь больше 10. Да, врешь. Что враки? Подожди, стою на асфальте, я в лыжи работаю. То ли лыжи не едут, то ли я. Ну, ему не нравится, что он пересобираться будет. Ну, хорошо, пересобирайся. Мне ты чё? All enemy yes. О, я не тот этот выбрал. У меня 4 показывает. Да, 4-4, там все правильно. Кэт, там КД на Кэт, там надо подождать. Там еще есть команды. Ты сам говорил, что котов 10. Котов-то 10, да. Но там люди-то о зрителях, а не о котов. А не о котах. Там еще есть команды разные, интересные. Не только коты. В ссылке в описании есть список всех команд. Разных там и всякие мемасы, там и не мемасы, и звуки, и все подряд. Много команд. Такие классные там. Так, вот, все, мы добавили. А коты не зрители? Ну ты и котист. Да, котист. Экаджит. Все. Вилка и усы у меня. Как у кота. Чтим. Тавер. О, шея пошла. Сижу я нормально, все хорошо. Самая крутая команда это Dance. Это самая крутая команда вообще. Не пожалеешь вообще. Там такая мощь происходит. Тавер. Ахах. Тавер. Забайчено. Да. Ну, вот такая вот она, да, история получится. То есть это тавер, он добавляет тавер именно к нужному нам этому. И все, полетело. Мы сохранили все наши таверы. Записали их. Мы их записали. А теперь давайте вернемся к тому, что мы делали. Что мы делали? Башенка должна сейчас радиус свой получить. Зачем я в билдер залазил сюда? Чтобы записать башенки. Вот мы записали башенки. Уже ради записи башенок залазили или нет? Ну ладно, пока закроем. Потом, если что, вернемся. Есть такая история. Дальше мы... Вспомнил, зачем я это делал. Открываем заново билдер.
Открываем его заново. Spawn куб. Это же дебильная вот эта вот фигня с... с эти имплементейшенами, блин, дурацкими понапридумывали. Потом фиг что найдет. Что-то что найдет. Да ну прекращай. Это тавер, это здорово, но на инициализацию нам надо закинуть еще и name, чтобы у нас был owner вот этот. То есть у тавер мастера на инициализации должен быть обязательно init тавер. Да хватит тут это, что это такое? Отстань от меня, дай мне, выбери мне хоть один метод-то свой. Что происходит-то? Перекинуть меня на плюсовый файл. Init Tower Implementation. Я твою душу любил. Implementation. Fname давай. Нет, давай здесь пока побудешь в Protected. Тем более это тавер, да, чтобы для чайлда все было. Чик. Все есть, но нам надо все равно его оставить, так как у нас нету этого. Ой. Тавер. Радиус компонент. Begin overlap. Ой, код. Begin overlap. Ну все, в принципе. Сейчас begin overlap делаем здесь. Здесь хочу. Void. Ой, какой красавчик. Красавчик. Только там еще надо один будет. Это void end. End overlap то же самое, да. И здесь его поместить. End overlap. Это надо нам затем, потому что тому. Почему begin overlap у нас пишет, что уже есть, а end overlap у нас не пишет, что есть. Почему мы находимся в player компоненте, а не в tower мастере?
У нас добавился Тавермастер сюда. Вайп-кодинг, однако. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, что за магия тут происходит. Еще и End Overlap вообще не хочет. А, кстати, да, они же должны быть и функшенами. Ее функшенами должны быть. Так, а что это? А, потому что тут begin overlap стоит, нужно ставить end. Вот, тогда ему будет все хорошо. Если не понять, что и этот ничего мне не подсказывает. Вообще обалдели, смотри. Ничего не подсказывает стримеру. Да, ну, он должен будет спросить таги, то есть соответствует ли таг этому. Если так соответствует, он должен будет добавить его к себе. А расскажешь о себе в вторых словах. Что именно? Что именно? Как там мужчина в пол. Ну как там этот летающий этот, с пропеллером говорил-то? Я даже забыл, как его звать. Гений, миллиардер, плейбой, Вот, филантроп. вот, да. Вот эта команда, это оно, это вот, да, это про меня, да, я. Зачем рассказывать? Про президента РБ на Вики достаточно инфы. Это тоже, да, это тоже, да. Это тоже, да. Да не говори, что действительно похож. Не могу быть похож. Что теперь, у всех, у кого усы, что ли, похож на батьку или что, я не пойму. Так. Ну, это, конечно, в двух словах рассказать, это, конечно, да. Да, похоже. Да, ну, хорошо. Этот... Блин, ну это ступор. Что там, что имя я свое как не оглашаю, возраст не оглашаю, местонахождение не оглашаю, как бы на этом все. Дальше рассказывать-то нечего. Калько в этом деле. Какие проекты? Как собираешься этот проект Вот монетизировать? это уже более конкретика больше. Внебрачный сын. Этого, да, молодец. Если бы. Сколько в этом деле? Да, Unreal я начал учить. Получается, скоро будет 2 года как. Плюсы 1 с половинкой, можно так сказать. Какие проекты? Ну, можно их все посмотреть. Которые проекты были. Я их делал на стримах. Но это касательно Unreal. Именно те, которые можно поиграть, только один. Ссылка в описании. Само делал там 258 дней его делал. Вот лутер-шутер Диаблоид про бесконечные фармы совершенствования персонажа. Это монетизировать проект. Но он будет бесплатный. То есть в бесплатном доступе. Но в Кира Steam... Юникарнаге, 33 года, женат. Дом находится на северо-востоке Мадагаскара. Да, вот почти все в точку, почти все в точку, да. Прям 99,9%, я бы сказал. Так вот, в Steam добавить его, и потом может там продавать всякие штучки-дрючки. Все-таки онлайн, мультиплеер. Все захотят себе красивую башенку, правильно? Вместо некрасивой башенки.
так, да. Лутбокс, обязательно, это никуда без лутбокса. Будем лутбоксы делать. Давайте видос назовем. Делаем лутбоксы. Механику лутбоксов делаем. Вот такая вот история, да. Но насчет монетизации, это я шучу, я не знаю. Я без понятия. Вероятнее всего, этот проект будет уже бесплатным. Кто хочет, пусть залетает, пусть тестит. Хотя это онлайновая история. Что там? Короче, такая вот история. Смотрим. Посмотрим, во-первых, что получится. Лучше спросить где-то на 200-й день, там вот виднее будет. Туда, куда-нибудь. Так, if other actor hashtag. Какими знакомыми интересным обзавелся? Знакомыми. Ну, прям интересными знакомыми в плане чего? В плане как люди интересные. Я не сказал, что кто-то неинтересный. Все интересные люди, все классные. То есть из того, что полезно было, вот человек мне предложил работать. Вот я работаю. Ну, правда, сейчас все встало, но работа вот появилась. И вот так вот. Name. И все такое. А если из интересных, типа кого-нибудь там а-ля из знаменитостей каких-нибудь или супер-дупер опытных, там, которые познали дзен, и они тебе поведали его, ну, что-то такого пока не было. Так, реакция на вход врага в радиус башни. Спасибо. Хороший комментарий мне предлагают. Но там реакция очень простая. Он должен будет добавить его в массив. А у нас есть такая штука, как вот здесь он, правда, спавнит spawn projectile, init timer implementation, и вот здесь мы запускаем таймер. Вместо вот этого таймера, да, он запустит таймер, только таймер будет немножко другой. Он не будет spawn projectile делать, он будет каждый вот это время отрабатывать и там задаваться вопросом, есть ли вот в этом массиве кто-то. Если кто-то есть, он должен будет заспавнить вот этого вот проджектайла и пустить его в того, кто он там есть. Короче, типа первый моб, второй моб и так далее. Потому что он должен будет пускать именно в первого моба, который попал в цель. Если первый моб вышел из цели, он во второго пытается пустить. Если второй вышел, он в третьего пытается. А если уже все, то все как бы. Почему свою команду не соберешь? Да можно свою команду собрать, просто я же говорю, у меня сейчас типа как работа, все дела, и я тут стримы запускаю. Ну как, ну вот работа, хорошо, вообще без вопросов. Работа. Я не знаю, что вы будете делать, я не знаю, что я вам дам. Ну, доброе слово, могу только пообещать. Как бы работать либо дофига, либо нифига. Ну, опять же, за доброе слово. Что получится? Скорее всего, ничего не получится. Куда писать, вы знаете. Дискорд, ссылка в описании. Все. Вот это то, что я могу предложить в плане команды. Вот как-то так. Работать под моим руководством. Это самое, писать... Да, вот так вот. Работать под моим руководством, писать, как я скажу. И вот так вот. Да, вот то, что я могу предложить. А вот как такая история. Поэтому какая команда? Для этого проекта тут что? Тут и как бы я вывезу код. Всякие левел-дизайнеры, там, артисты, вот эта вот всякая штука-дрюка. Но ко мне такие редко залетают. Да если залетают, ну, это такая фигня, Мне короче, нужна просить кого-то команда, бесплатно которая работать. будет улучшать визуал, пилить аниме и делать ретаргет. Вот. Да, вот мне тоже нужна. Но все на бесплатной основе. Бабла нет. Бабки не водятся, нет, а их нет. Бабла не будет. Не, ну как, если заработается, то, конечно, будет, но она не заработается. Без вариантов. Без вариантов. Подожди. Есть таг, мы должны записать его
Мы должны записать его. А нам надо делать приведение типов будет или нет? Кстати, а что с аниматорами? Где они водятся, что за зверь такой редкий? А вот без понятия вообще. Знать бы, где они водятся. Но это что-то очень редко. Это прям красная книга, наверное, там где-то они записаны. Там, наверное, указатели на них есть. Но там может часть нульпоинтера быть, поэтому надо тщательнее проверять. Ну, короче, в красную книгу надо идти, да. Тавердей. Ну, аниматор, ну, ты представляешь человеку сказать, давай бесплатно поработай. Бесплатно, ну, это ж бред. Это как... я вообще просто удивляюсь наглости, это просто звездец. Так, может, не тем мы занимаемся? Может быть. Но я занимаюсь тем, что мне нравится. Тут, в этом прикол, понимаешь? Так вот, как мне... А мой Ходокин был крутым. У меня есть способности к анимированию. Есть. Ходокин твой, да, мощный. Он же не просто так остался в итоге. Наглость. Вот я сижу в этих чатах, где работу по Unreal предлагают. Я просто кайфую от этих вакансий зачастую. Мы какая-то супер-дупер команда. У нас миллион этих проектов. Но сейчас мы взяли амбициозный проект в работу. Там, короче, делаем, нам надо. Там миллион требований, короче. У вас должен опыт от 3 лет. Мы можем предложить. Нифига! И процент от продаж в дальнейшем. Нам нужен ваш энтузиазм. Пишите нам. Ну, типа такого что-то. И это прям... Это прям уровень, знаете. Это прям уровень. И вот в эту, как бы, область я не хочу попадать. Типа, мол, ребят, давайте бесплатно по это самое... Короче, все, что могу предложить команде, это доброе слово. Вот это вот. Поэтому как классно так всем. Давайте ко мне. Я вам спасибо скажу, но это какая-то шляпа. Other актор хэштаг. Уж лучше криво, косо будет, долго, но я никому ничего не должен. Я не это самое. Так. Ладно. Актор, хэштаг. Актор, хэштаг. Меня это все сбило. Что там? Еще сидим. Сейчас допишем и все. Короче, нам надо массив. Я думаю, мы будем его приведение типов или не будем делать. Потому что нам, в принципе, сам класс не нужен. Нам нужен он только как цель. Соответственно, мы можем акторы хранить. Если мы будем хранить акторов, указатели, и с ними работать, то есть туда-сюда их гонять. Правильно? Правильно. Соответственно, что мы делаем? Правильно, мы делаем uProperty. uProperty. Но это будет uProperty попадет сюда. Обязательно. uProperty T-Array. T-Array актор. Актор. Указатель, пожалуйста. Target актор. Targets actor. Actors. Target actors. Target actors. Хорошо, есть target actors. Сейчас сообщение тут. Мысль чисто на поговорить. А вот, допустим, я решусь собрать команду и буду платить 100. Это не ПК, а именно способ удержать команду и довести дело до конца. Как думаешь, как отреагируют? Но это уже на голову выше, чем те части, которые я там во всяких группах читаю. Это уже на голову выше. Это уже куда привлекательнее, слушай. То есть, ну, понятно, что ты тогда не можешь требовать человека, чтобы он там чисто твоим проектом занимался. Это понятное дело. Но это уже куда в разы круче, чем эта фигня на добром Бери слове. меня, опыта 0. Вот, видишь, вот человек уже за 100 баксов готов. Фигачить во все.
Любые бабки-то лучше, чем отсутствие бабок, понимаешь? Это вот как-то так. Так, у нас есть этот массив, значит, это при begin оверлапе, он должен взять его, сделать add, добавить other actor. Other actor. Хорошо, он его добавил, теперь мы будем что делать? Теперь мы будем... О, наука, что мы теперь будем делать? Теперь мы будем делать... Нам запустить таймер. Надо запустить таймер, который будет отрабатывать все это время отрабатывать. Init projectile у нас происходит там и там. Если мне не изменяет память, конечно. Да, у нас net multicast идет, хорошо. То есть вот эту часть нам не обязательно... Spawn projectile нам не обязательно на сервере выполнять. Здорово. Таймер мы запускаем. Только в таймере другая будет... Другой метод будет. Как бы его сделать таким? Как бы его таким сделать? Как бы его таким сделать метод? Ну, в смысле, назвать, сделать-то я знаю, как его... Он projectile. Ну, он должен будет каждый промежуток времени начать стрелять. Ну, точнее, не начинать стрелять, он проверяет, есть ли в кого-то стрелять. Если есть в кого-то стрелять, он спавнит. Он начинает, ну, то есть отспавнивает. И целью назначает первого по этому. То есть он делает spawn projectile. Spawn projectile. Сам spawn projectile, скорее всего, пробежится по этому массиву. Потому что он может быть пустым. Надо будет через итератор сейчас сделать. Я не помню, как там create итератор, что-то. Чтобы он, если что, его чистил. Просто он там может уже быть мертвый на момент того выстрела. Это, да. Поняли? И очистить его. И найти, который живой. Первого нашел, который живой. И это наша цель. И, скорее всего, он передаст его в инициализацию. То есть в init он передаст актора. То есть он должен перенимать в себя таргет. Сюда вот принимается таргет. В инициализацию полетел таргет. Ну а дальше он там вот этот homing projectile настраивает. И он летит уже в него именно. Target projectile летит в него. Давайте сделаем вот этот таймер сейчас. Короче, сделаем таймер, который будет разбирать, сколько стреляет. Сейчас мы его проверим. И пока на сегодня, наверное, все. Ну да. Так, target actor таймер. Таймер, spawn projectile handle. Spawn projectile handle. Ну, остается, да, это логично все. Spawn projectile метод нет, а вот тот, который проверяет, это... Не, он же должен будет вызываться везде. Void. Я не знаю, так чекер. Я фиг его знает. Пусть будет так чекер. Все, мне нравится это название. Будет атак чекер. Ибо нефиг. Он project. Вот сюда давай, да, понятно. Spawn projectile. If target star gets actors.is empty. Is empty. То есть, если он пустой, то return.
return. Если нет, то spawn projectile, все. Здесь он как раз таки проверил. Можно, конечно, в spawn projectile было проверку делать. Не плодить лишний метод. Ладно уже. Spawn projectile, так, чекер. Еще, может, какую-то проверку потом добавим сюда. Делает. Ладно, это потом. Это я думаю просто как мы потом будем типа увеличение, уменьшение скорости делать и прочее. Короче, вперед залез. Spawn projectile есть, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Открой мне. Угу, спасибо. Init projectile. Открой мне новый файл. Projectile master есть. Сюда вот актора, пожалуйста, принимай. Акта. Таргет. Таргет. Угу. Таргет. Таргет. Сюда тоже таргет. Сюда. Сюда надо проверка. Projectile, прежде чем спавнить его, нам надо сделать эту проверку. Нам надо сделать эту проверку, то есть перебрать вот этот вот. Или можно ее здесь, кстати, проверять. Проверять можно тогда не за empty, а сразу записали, если этот самый, то return. Еще интереснее можно сделать. Ну ладно, мы здесь сделаем, потом если что поменяем, не проблема. For actor. Item, смотри, он уже ученый, уже понял, как надо. Не надо мне помогать пока. Мы проверяем 0 pointer он или не 0 pointer. Если он 0 pointer, только это надо делать через итератор. Я не помню. Ну, там как-то create итератор. Я спрошу у ГПТ. Итератор. Угу. T-Array. T-Array actor. И... T-итератор. Итератор. Плюс IT. Что это значит numbers? Что он хочет? Что это numbers? Это же наш балбес. Это же наш этот target actors. Вот такая вот вещь. И это нам позволит сделать следующее. Идти if не идти, потому что надо его самовать. Ой. Или is valid. Или там же мы просто is valid делаем, правильно? Сюда передаем it
Но он так не захочет, а вот так вот он захочет. Из valid, наоборот, только, то мы делаем идти... Ну да, это скобочки. Remove current, вот это вот мы делаем, короче. И очищаем его тем самым. А если есть, то мы должны его как бы записать его по-хорошему-то. Актор, таргет. Target equal break if, ну, можно сделать чекпоинтер. Лучше сделать чекпоинтер, чтобы мы знали, если что. Таргет, и все. И он проверил таргет. Если таргет есть, значит, что правильно. Он его передает сюда. И у нас все хорошо. Есть. Так, самонаведение. Теперь надо вспомнить бы, как оно вообще делается. Projectile movement у нас есть. B is homing projectile equal true. Но это мы-то установим потом. В этом можно его сразу установить, кстати. Ну, здесь, короче, его можно установить. Все, я не знаю, я не помню. Так, нет встроенного понятия цели. Он двигается снаряд по заданной скорости. Так, есть нужны естественные цели. Есть несколько вариантов. Без хом прижитого true, хомин магнитуд, таргет актор, get root компонент. Хомин таргет компонент. Чё? Серьезно? Мы же, по-моему, именно что-то передавали ему, давали, нет? Ну ладно. Home target, get root component. Вот это тоже так же предлагает сделать. Ну, давайте посмотрим. Давайте смотреть. Сейчас радиус дадим. Посмотрим на радиус. Failed. Ну, это та же самая история. Опять failed. Мне не важно, что там, дебаг, не дебаг. Ему пофигу, он мне не дает. Он мне не подсказывает. Все, F8 сломано, все сломалось, все поломалось, все переломалось. Что он хочет? Const name, void init tiver. На это мультикаст init tiver. Init tiver. Я в name не передаю, что ли? Builderize. Ну да, вот здесь не передаю.
Без 8, конечно, это беда. Ой, беда. Ой, беда. Опять такой, смотри, Дракл, сегодня у тебя этот кот прям с прессом. К лету готовится к следующему. У нас ничего не работает. Да, лето готовится до следующего. Projectile Master, ну вот, да. Bounce Force is homing. Homing, ну иди сюда. Из homing projectile. True state, магнитуд, homing. А, у нас нулевая магнитуда. Там же и 2300, по-моему, надо поставить, да? Мобов будешь вставлять с бесплатных ассетов из фаба. Да. А что, есть предложение? Можешь подкинуть что-нибудь? Кстати, там фаб раздают новые. Там радикальные роботы. Мне вообще прям хорошо пошли. Радикал робот. А как он пропустил его? Подожди, вот это вот фигня. Что это такое? Вот это вот. Где оно? Ой, я твою душу любил. Вот это, как он вот это пропустил? Если он пустой, то return. Таргет актор, значит, он не пустой был. А что там по радиусу, кстати? Где у нас Тавермастер? Тавермастер. А если подумать, чем меньше существо, чем быстрее в него происходят аналогичные биологические процессы. Если кот начнет качаться, то пропорциональную массу наберет в несколько раз быстрее человека. Вот из-за этого рад робота и предложил. Радикальные роботы. Ну, радикальные роботы как-нибудь потом сейчас. Пока. Ага, вот такая вот. Ну, чуть, слушайте, оно заворачивает, оно стреляет вроде в них. А, там же... Ой, я твою душу любил. У него же гравитация есть. Gravity Scale 0. Давай вот так вот. Оп. Так, она не... Не, она стреляет, мразь. А в кого она стреляет? Там таргета нету. Да. О, смотри, в этого полетели, смотри. Знаете, кого она ловила? Она базу ловила. Она в базу стреляла. Ай, красота. Ай, красота. А где здесь хоминг? А, вот он, 2300. 3000, 3200. Все. Она что базу ловит. У нее-то... Можно будет выбирать башни и приказывать им атаковать определенную цель. Нет, обойдешься. Никаких этих самых. Так. First in, first out. Так вот. Видишь. Кто первый зашел в радиус базы, тот и первый выйдет из нее. Все. Наверное, не факт, потому что подморозка есть, еще замедление будет. Поэтому не first in, first out. Не, это я ошибся. Не. Так, как бы теперь его сделать, чтобы он не только этот, потому что Овнера, он ловит все подряд, он там и эти Даже половил. микроконтроля не будет. Стимул качать скилл стремительно падает. Ну, да. Слушай, ты StarCraft любишь или что? В StarCraft играешь? А ну, сколько у тебя там ММР? Так, актор, хэштаг. Можно, конечно, enemy еще дать, что он это. Ну, на самом деле тут решение очень простое. Прям проще некуда решение. Все, обалдейте. Смотрите. Только внимательно.
Я обычный человек, который любит совершенствоваться. Бы тебе делать кликеры? Э, Да, наверное, да, стоит. Подожди, не смотрите. Я пока забыл, где это находится. Надо опять мужчинку включать. Подожди, оно где-то здесь collision, да, был? Вот он, collision. Угу. Object channel, new object channel, enemy. Все его все будет блокировать? Или все его оверлапит? Его все оверлапит. Или его все Не, его все игнорирует. Мы сами скажем, что его все оверлапить или нет. Все, enemy мы создали. И теперь. Слушай, я теперь ему сейчас по яйцам дам. Где оно? Вот оно. Вот это эти штучки, дрючки. Мы делаем кастом. Вот тут enemy. А что, он его не применил, что ли? Так дело не делается. Вот enemy появился. Сейчас стример противный уйдет. Вот enemy появился. Мы делаем overlap. Всему остальному мы убираем overlap. Потому что наш больше ничего не триггерит. И все. Запускаем стримера, возвращаем. И запускаемся. Опля. Только сейчас исправил баг с анимацией. Оказывается, две кости с одинаковым названием. Одна круто привязана, другая к запястью. Не там создавал сокет. Ну и по ЗДЦ. По яйкам дашь? Это разрабы Таркова делаются игроками. Да. Сейчас исправил баг с анимацией. Оказывается, две кости с одинаковым названием. Одна круто привязана, другая к запястью. Не там создавал сокет. Ну, это да, ну, а как одинаковые? Он же не пустит тебя с одинаковым названием. Или ты просто перепутал их? За кость не можешь, там R и L в конце, ну, отличаются. Right и left. Что он не стреляет? Кто знает знатоки? Right у нас все, бесконечный цикл пошел. Фу, этот таймер пошел. Без empty return. Сейчас spawn projectile вот сюда вот поставим. И вот сюда вот поставим его. Тише. Я же... А вот Балбес. так Хентер две кости. Хендер, да не может быть. Он же, по идее, программно тебе не Видимо, должен бывает и разрешить. такое. Делать. У нас же есть enemy мастер, правильно? Правильно, у нас есть enemy мастер. А знаете, что в нем должно быть? Мы же-то ему не назначили, что он enemy. Think about it. Вот этот вот должен быть-то enemy. Вот этот товарищ. Не, он туда в небытие улетит. Вот этот enemy я хочу тогда сделать его. Кастом. Подожди, не кастом. Сейчас. Вот это вместо пауна. Тут enemy выбираем. Давай, иди. Давай, башенка. И... Она ничего не делает. Сейчас begin overlap не срабатывает. Это фиаско, братан. Все, короче, на фиаско мы заканчиваем. Я хз, что здесь. Надо заканчивать все. Сдаваться, быстро сдаваться, пока есть Пизжу, возможность. первая кость называется Ика Хентер, а вторая Хентер. Ну вот, видишь. Оно не может называться одинаково, потому что там программно тупо запрещено это самое. Короче, программно запрещено это делать. Что, begin overlap не срабатывает, это прикольно. Там сработал, там не сработал. Но я что-то сломал, но это правильно.
Collision Visibility, что-то. Замени манекен. Вроде он не очень. Что значит вроде он не очень? ПБ хотя бы голду за ласт хит будешь давать. Голду за ласт хит. Ну, голда будет даваться за килл мопцов. Сколько будет стрим? Сколько будет стрим? Да еще минута, может, полторы. Уже заканчиваю. Вот фейл, а что он хочет? Что он фейл? Что это такое? Automation Tool. Отстань от меня, Automation Tool. Все, ничего не хочу, ничего не знаю. Отстань. Automation Tool какой-то. В общем, сделали, что-то сделали. Еще все, наши мопцы ходят. Вашенка что-то стоит. Ну, скорее всего, да, там с коллизиями. Там надо поставить манекен. Не манекену Но ведь самому, враг а... может задинать. Ведь враг может задинать. Не, а как тебе враг задинает? Короче, это сделали. В следующий раз, я не знаю, завтра, походу, тоже будет, потому что мне ничего не написали. Но если мне, короче, до 11 завтра ничего не напишут, то я как бы свободен, получается. Ну, до 10, давайте так. До 10, если мне не напишут, то в 11 мы запускаем опять стрим завтра. Ну, исправим вот эту фигню. Ну, там с коллизиями, да. А сегодня другой стриме будет стримить StarCraft 2, а я буду смотреть. Другой стримить. Да, круто. Круто. Ты мне напомнил об елде. У нас там еще елда висит. Надо и с елдой что-то доделать, потому что, блин... Ну, блин, она долгая. Это, конечно, дурацкая история. Она долгая. Это Elden Ring. Долгий, тяжелый. Ладно, в общем. Сделали мопцов, они двигаются, они шевелятся. Сделали сохранение всего этого в геймстейте. Все дела. Все это сделал. Хочешь ссылку на его стрим? Будем вместе смотреть. Я сейчас буду кое-что другое смотреть. Я сейчас буду учиться. Учиться, еще раз учиться. Школа, в смысле, домашнее задание. Все дела. Исправим коллизии, исправим, сделаем. Потом урон начнем делать. Вот эти статы, чтобы он урон ему наносил, и они исчезали. Вот этим он займемся в следующий раз. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, ссылки в описании. И всем Пусть стереострим. пока.